Мы с тобой друзья? Нет, пока. Мы в нашей стране идем в неправильном направлении. Мир в опасности. Ну, мир всегда в опасности. О, на этом я могу построить свое суждение. Юр, ну что ты придираешься? Что ты вообще выступаешь? Ты не отсюда. Ну ты не обижайся, ты опять путаешь. Константин Кисин самый замечательный человек на свете. Нам надо несколько часов на это. Спасибо. Твое здоровье. Твое. Друзья, напомню, YouTube в России заблокирован, поэтому нам нужна ваша помощь. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, подпишитесь на канал, если вдруг не подписаны, и оставьте комментарий. Поделитесь впечатлением, как вам. Кроме того, под этим видео ссылка на донаты. Если есть желание и возможность, евро, рубли, криптовалюта, все это поможет нам снимать интересные видео и дальше. Спасибо большое и интересного просмотра. Костя, для тех, кто не понимает, что происходит. Ты родился в Москве, да. В 11 лет переехал в Великобританию, вырос здесь, занимался самыми разными вещами, и переводами, и комедией, а сейчас ты один из самых заметных политических, и не только политических спикеров на англоязычном британском Ютубе. У тебя есть свой подкаст, куда вы приглашаете гостей и где вы высказываетесь на самые разные политические темы. Кроме того, ты один из тех, кто довольно смело критикует проблемы западного мира. И Великобритании, и западного мира в целом. Поэтому нам очень захотелось с тобой пообщаться и рассказать русскоязычной аудитории твою историю. Нигде не соврал? Нет. Представил верно? Ну, все ты верно представил. Единственное, что я бы добавил, что я не только гражданин, но я считаю себя как бы частью этого общества. Поэтому, когда я критикую какие-то тенденции здесь, я делаю это с позиции человека, который любит эту страну, любит даже не страну, а именно цивилизацию западную. И поэтому моя критика, она настроена на то, что я как бы хочу, чтобы здесь было лучше, а не потому, что я как бы показываю пальцем на что-то чужое. Ты делаешь это как местный. Да. Тем не менее, российская пропаганда приготовила. Мы встречаемся в Лондоне, в Regent's Park. Ты живешь не в Лондоне? Сейчас нет, да. Ты за городом или в другом регионе? Я живу за городом, да. Почему не здесь? Мне нравится более спокойная жизнь, в принципе, но я сейчас подумываю о том, чтобы сюда обратно переезжать. Мы здесь какое-то время жили, здесь было хорошо, потом мы решили переехать за город, когда мы думали рожать детей. Это сделали. Сейчас моя работа как бы требует, что я все больше времени проводил здесь, поэтому... Ну, ничего идеологически против Лондона я не имею. Меняется ли город? Поскольку я слышу от друзей, которые здесь живут или жили, что это, в общем, очень сложное место. Во-первых, дорого, во-вторых, небезопасно. Это правда. И то, или... И то, да. И это очень сильно изменилось в последнее время. И то, и то. То есть, когда я приехал в Великобританию в первый раз в 95-м году, и тут была совсем другая ситуация. Ну, у меня есть знакомый, например, который просто из Англии уехал, потому что он выходил из дорогого ресторана, у него на руке были дорогие часы, из фургона выпрыгнули 3 человека в масках, его на землю, жену его беременную оттолкнули, часы сняли с руки и уехали. И такого раньше, ну, это просто было неслыханно в то время. Я помню, как бы, что это было все совсем не так. То есть это вопрос безопасности. Ну, Лондон всегда, конечно, был дорогой город, но за последнее время это очень сильно изменилось. Давай скажем, что такое дорогой. Давай вот людям объясним, которые могут не понимать, сколько стоит в месяц арендовать квартиру с 2 спальнями, например. Давай скажем купить, потому что это будет еще более впечатлительно. Купить в том районе, где вы сняли, может двухкомнатную квартиру, two-bedroom, то, что называется, может стоить несколько миллионов долларов. Это не показательно, это люксовый район. Вот, например, там, я, насколько понимаю, Кэмден-таун находится, да. Это такой хиппи-район, вот, хипстерский, там, и так можно на него смотреть. Сколько там может стоить? $1 миллион, а может больше. За двух... Two-bedroom, да. А снимать? Я точно тебе не скажу, но 5-6, может 7. Это очень сильно зависит от конкретной улицы, потому что Лондон — это как бы одна улица благополучная, соседняя улица криминальная, соседняя благополучная, соседняя криминальная. Поэтому на криминальной подешевле, на благополучной подороже.
У тебя дом собственности или ты снимаешь? У меня сложно, я сдаю свой и снимаю чужой. Это как бы просто так получилось. Но вообще-то, конечно, надо покупать. А за сколько ты снимаешь? Я снимаю за 2 с чем-то. Ага, но это в часе езды от Лондона? Да. И этот дом? Свой, с лужайкой? Да, с лужайкой, с садом в центре городка, в котором я живу. Но это моя жена очень хорошо нашла. Новость. Интересно, что такая интересная ситуация, что квартиру, которую мы сдаем, малюсенькую, на почти той же улице мы сдаем почти за те же деньги, что платим за это. Как-то странно так получилось. VPN-сервисы – важнейший атрибут эпохи. Сервисов полно, стабильных и качественных не так много. VPN Liberty был разработан с учетом текущего российского контекста и успешно работает уже 1,5 года. В Liberty используется современный протокол, вот его название, я не могу это выговорить, с собственными дополнениями. Liberty не виден для РКН и у провайдеров, для них вы просто сидите в Телеграме или ВКонтакте. Еще несколько важных преимуществ сервиса. Отсутствие лагов и стабильная скорость. YouTube можно смотреть в 4К. Устойчивость к блокировкам в России и за ее пределами. Не надо привязывать карту, автоплатежей нет вообще. Каждая оплата, хоть за месяц, хоть за год, это ваш осознанный выбор. Безопасность и конфиденциальность. Никаких логов и сборов данных. Поддержка работает 24/7. И это не бот, а люди, которые говорят на нормальном языке и готовы оставаться на связи ровно столько, сколько нужно, чтобы решить проблему. Если вдруг в ваших планах есть посещение Ирана, Китая, Туркменистана и других стран с высоким уровнем интернет-цензуры, Liberty работает и там. Один из базовых принципов команды Liberty — полная прозрачность, поэтому в их телеграм-канал регулярно выкладываются новости и документы компании, в том числе финансовая отчетность. По ссылке в описании скидка 15%. Там же можно подписаться на телеграм-канал. Вперед, чтобы оставаться в свободном интернете. В Барселоне я встречаю людей, которые переезжают из Лондона. Ну, точнее, им это проще было делать до Брексита. Сейчас, я так понимаю, им нужно финты предпринимать для этого. А тогда они просто могли это сделать совершенно легко, потому что небезопасно. То есть это штука, которая есть не только в статистике, но и в ощущениях людей. Это, ну, на мой взгляд, это просто объективный факт. И я говорю об этом, понимаешь, криминальность, она же не только выражается в том, что у олигарха отобрали часы. Она выражается в том, что... А твой друг олигарх? Ну, не олигарх, но он обеспеченный человек, скажем так. Я просто так утрировал немножко, как бы чуть-чуть для шутки сказал. Ну, криминал не в том заключается, что у богатых людей что-то там отбирают на улице. Криминал в том числе заключается в том, что когда ты идешь в метро, например, то ты видишь, как через барьеры перепрыгивают какие-то дети, люди, подростки, и что никто их не останавливает. Эта теория, она, в общем-то, была проверена на деле мэром Нью-Йорка в свое время, Руди Джулиани, который, это называлась теория разбитых окон. Я не знаю, ты знаком с этим или нет? Да, конечно, что я по-другому, как бы в туалете, в котором не перепачкано, ты будешь вести себя гораздо аккуратнее, чем в том, где уже просто все измазано нечистотами. Соответственно, в метро, в котором дети или подростки перепрыгивают через барьеры и не платят за проезд, могут случаться другие вещи, например, кража телефонов из рук там, и так далее. Да? Поэтому чисто вот как бы субъективный такой анализ показывает это раз. Во-вторых, ты спросил меня, почему это происходит. У этого несколько объяснений. Я бы сказал, что в первую очередь, наверное, ты знаешь, что я об этом много говорю, западная цивилизация страдает суицидальной эмпатией, как это называют умные люди. Это, грубо говоря, когда ты настолько сопереживаешь другим людям, что ты абсолютно не готов придерживаться и заставлять их придерживаться определенных правил, в том числе и криминального права. Да? Ты говоришь, ну если люди там что-то крадут, но это потому, что они очень угнетенные обществом, они там жили в плохом районе, у них было плохое образование, они бедные, и надо проявить к ним понимание. Вот в Америке, например, где я немало провожу время, ты, может, знаешь, в Калифорнии, например, в какой-то момент просто отменили юридическое преследование людей, которые крадут из магазинов. Вот если ты на меньше $1000 украл, норм. Они декриминализировали на определенную сумму. В Англии такого не сделано, это просто сделано неофициально. То есть в какой-то раз, еще когда занимался стендапом, я оставил машину рядом с комедийным клубом, вот здесь не очень далеко. Мне разбили окно, украли там какую-то куртку, которая стоила $30. Я позвонил в полицию, мне сказали, спасибо, что вы нам позвонили, автоматическая служба. Пожалуйста, напишите имейл.
Я написал имейл, а мне сказали, да, спасибо за ваш имейл, вот вам, значит, это называется Crime Reference Number, вы можете теперь по вашей страховке получить компенсацию, но дело закрыто, при том, что прямо над моей машиной была камера наблюдения. То есть очень многие преступления, мелкие преступления просто не преследуются, и это определенная безнаказанность. Тот, кто отстаивает интересы полиции, скажет тебе, я не присоединяюсь к этому аргументу, я просто транслирую его. Он скажет, что, таким образом полицейские будут расследовать какое-то важное преступление в этот момент и не будут отвлекаться на то, что, да, конечно, нужно было бы найти и наказать этого человека, но рук не хватает, голов тоже, как же нам быть? Но если полиция одновременно не занималась тем, что арестовывала людей, которые в Твиттере что-то не то написали, можно было бы с этим согласиться. Выясняется, что на самом деле у них есть силы и время посылать там 6 человек, арестовывать кого-то, кто что-то там сказал про какие-то там чьи-то права или там ЛГБТ или еще что-то. То есть силы находятся. Это политические установки. Есть какие-то важные вопросы, есть какие-то неважные вопросы. Вот они пытаются как бы сделать упор на то, что им кажется важным. Тебе на это скажут. В этом манипуляция, потому что количество кейсов, когда приходят за слова, они действительно есть такие случаи, их гораздо меньше, чем краж из машин, из сумок, из всего остального. Это правда. Но А тогда это манипуляция. Это не манипуляция. Я говорю о том, что есть определенные приоритеты. Если вы можете найти 6 полицейских, чтобы кого-то арестовать, да, возьмите этих же 6 полицейских, пусть они занимаются расследованием краж. Я не говорю, что это одномоментно решит эту проблему. Я говорю про то, что есть определенные приоритеты. И, по-твоему, приоритеты в том, чтобы наказывать за слова больше, чем обеспечивать безопасность? Это не по-моему, это то, что я вижу. И то, что видят очень многие люди. Как бы это не я себе придумал, это тема, которая очень активно обсуждается вообще. Почему так происходит, как ты считаешь? Ведь то, что ты говоришь, там декриминализированы кражи в Калифорнии, например, здесь неофициально. Но это же как бы позиция радикалов. То есть это сделали... Если радикалы у власти, они будут принимать радикальные решения. Да. Почему в стране, где выборная демократия, где, как я понимаю, выборы проходят довольно честно, почему тогда люди выбирают тех, кого ты считаешь радикалами? Левыми радикалами? В Калифорнии, если ты бывал, я знаю, в Калифорнии, потому что там электорат там радикальный. Мы не берем, давай про Великобританию. Про Великобританию. В Великобритании я бы сказал, что она довольно уязвима к этой идеологии, потому что у этого есть разные сложные причины, но если коротко, то британский менталитет довольно уязвим к вот этой идеологии суицидальной эмпатии, я бы так сказал. Объясни. Я не могу точно сказать тебе, почему это. Я просто наблюдаю, что в Англии есть очень много людей, которые... Наверное, это результат благополучия, я думаю, так. Люди, которые живут вот в таких вот приятных районах, им приятнее думать, что люди совершают преступления, потому что им сложно и тяжело, и они бедные и несчастные. А люди, которые... Кстати, интересно, что люди, которые действительно бедные, живут в неблагополучных районах, они понимают, что преступники в основном совершают преступления, потому что они могут их совершать. И если им не давать, то они не будут. Это вот такая разница. Поэтому это во всем... Это не только в Англии, это вообще в западном обществе произошло такое расслоение элит и общего населения, когда у элит есть то, что один мой знакомый называет luxury beliefs, то есть, как это по-русски сказать? Благополучные представления или люксовые представления? И это, если перевести это или объяснить, скажем так, это представление, которое человек может иметь, когда он не вынужден мириться с последствиями этих убеждений. То есть ты можешь что-то думать, потому что последствия твоего неправильного убеждения тебя никогда не коснутся. И поэтому, если ты живешь в благополучном районе Лондона, то тебя убеждения, которые насчет криминалитета, они тебя, в общем-то, никогда не коснутся. Поэтому ты можешь голосовать за людей, которые делают то, что на самом деле пагубно для общества. Ты так говоришь, как будто людей, живущих в таких дорогих районах, большинство в Великобритании. Но их не большинство. Да, а выбирают же тех, кто ведет такую радикально, как ты считаешь, левую повестку, большинство населения. Нет, не большинство. У нас такая избирательная система, что партия, которая у власти, обычно набирает где-то 30, 33, 40% от силы общего. Так, ты же хочешь сказать, что треть населения живет в luxury beliefs? Нет, я хочу сказать, что треть населения голосует за партии, которые продвигают такую идеологию. Но ты же понимаешь, что элита у нее
диспропорциональное влияние и власть. То есть люди, которые контролируют СМИ, люди, которые контролируют политические дискуссии, они в основном как раз живут абсолютно изолированно от общего населения. Да? Ты понимаешь это, да? Ну, да. Поэтому они диктуют повестку. И у нас такая система, что есть государственная корпорация, которая занимается оповещением населения, то есть BBC, да, это я тебе могу просто изнутри сказать, что они все пронизаны этой идеологией и были очень долгое время и продолжают. Только недавно это началось выравниваться за счет, во-первых, YouTube, а во-вторых, новых медийных проектов. Как называется место, в которое ты меня сегодня отвел пообедать? Это один из частных клубов Лондона. Что это такое? Частные клубы — это довольно стандартная часть английской культуры, истории, где в прошлом это было для джентльменов, Да. сейчас это более демократично. Это место, где ты можешь стать членом, приходить, обедать там в разных ресторанах, курить сигару, ходить в ночной клуб, как бы, и это для тех людей, которые хотят там находиться, и это не как бы ограниченное пространство, скажем так. Это что-то типа вот современного проявления классического английского клуба для джентльменов. Да. Ага. Ну, сейчас это и для леди тоже. Там нельзя снимать, то есть даже на телефон. И я правильно понимаю, что в этом и задумка, что там может сидеть условный Дэвид Бекхэм или Эд Ширан, и они могут быть уверены, что их никто не будет вот так вот фоткать из-за соседнего столика. Ну, в том числе, да. А это прям правилами запрещено не снимать? Да. Как туда попасть? Как ты туда попал? Вообще-то обычно в такие клубы ты можешь попасть, если тебя кто-то из его уже нынешних членов номинировал. Номинировал, предложил? Предложил. Это стоит денег? Да. Сколько? Опять, вот это интересная тема. Что мы с тобой это за обедом обсудили, что для человека британской культуры эти вопросы про деньги это настолько неприемлемо, я тебе передать не могу. То есть даже у меня, который понимает другую культуру, сразу шок от этого вопроса. Я бы просто... При том, что ты на самом деле можешь пойти на их сайт и посмотреть. Так, а сколько там будет? Просто сэкономить на время. По-моему, годовое членство стоит 3 с чем-то тысячи фунтов. И там есть какой-то вступительный взнос, тоже не маленький. Но если что, за обед, который мы там ели, платить все равно надо. Это членство никакие... Да. Это членство просто вход. Да. Ради чего это делается? Это нетворк. Ну, смотри, это для разных людей разное. Есть люди, для которых это типа себя показать. Типа я крутой, статус. у меня есть деньги. Для кого-то это возможность посидеть в месте, где они точно знают, как ты сказал, что их не будут фотографировать. Для кого-то это возможность как бы иметь, как для меня, я не живу в Лондоне, я приезжаю, иметь как бы то, что по-английски называется home away from home. Какое-то место, где я прихожу, меня знают, я знаю. То есть это для всех по-разному. Когда мы туда подъезжали, я сказал: о, так тут же рядом то ли есть, то ли был алкогольный магазин Чичваркина. И ты спросил, кто это? Ты не знаешь, кто такой Чичваркин? Нет. Я ничего против него не имею, просто не знаю, кто это. Правильно я понимаю, что ты минимально погружен в контекст российской оппозиции, российских ньюсмейкеров, российских селебрити? Я минимально погружен в среду русскоязычных людей в Англии. Я, когда учился в школе здесь, у меня был такой момент сложный, когда меня родители отправили в частную школу здесь. И я не говорил по-английски, мне было довольно непросто интегрироваться. И там были другие русскоязычные дети, которые все жили в одном из домов. В этой школе. Это в Бристоле? В Бристоле. И я родителям сказал, типа, вот там мне не очень нравится, где я сейчас живу, давайте перейдите меня там будут другие русскоязычные дети, с которыми я буду общаться. И они мне, как я довольно быстро, кстати, понял, очень правильно сказали, что мы тебя не для того прислали в Англию, чтобы ты был русским в Англии. Мы тебя прислали в Англию, чтобы ты был англичанином. И я, в общем-то, это принял к сердцу, и с тех пор очень стараюсь это делать. И мне кажется, мне удалось. Поэтому я просто не очень этим интересуюсь. Это не потому, что я не люблю Россию или не люблю русских. Просто если я живу в этом обществе, мне кажется, что мне надо быть его частью, а не частью какой-то подгруппы по какому-то национальному или языковому признаку. Русскому в изгнании. Я, во-первых, не в изгнании, во-вторых, как бы я англичанин. Я британец, это важная разница, на русский она плохо переводится. Я гражданин Великобритании. Бали
Один из самых популярных курортов мира. Остров вошел в топ лучших туристических направлений по версии TripAdvisor, но старый аэропорт не справляется с турпотоком. Недавно власти Индонезии подтвердили строительство второго международного аэропорта, благодаря которому Бали сможет привлекать еще больше туристов. Больше туристов — выше спрос на недвижимость. Местный рынок недвижимости стабильно растет, а доход на аренду составляет около 14% годовых в валюте. Вариантов для инвестиций очень много, поэтому важно выбирать проверенных застройщиков и объекты с высокой ликвидностью. Break Property — один из крупнейших девелоперов в Бали, работающий с 2016 года. В штате более 200 сотрудников. Архитекторы, аналитики недвижимости, дизайнеры, строители, персонал управляющей компании. В прошлом году журнал Exquisite признал Break лучшим застройщиком на острове. Сегодня у компании 17 крупных проектов, 12 из которых уже достроены и приносят прибыль инвесторам. Сейчас один из самых перспективных проектов на этапе строительства — Элизиум. Современный комплекс на берегу океана в Ченгу. Здесь не просто апартаменты и виллы, а полноценная инфраструктура для жизни и отдыха. Парки, бассейны, прогулочная дорожка у реки, рестораны, магазины, коворкинги, спа, тренажерный зал, йога-студии. Также Элизиум — это потрясающие виды на океан, рисовые поля и горы. Стоимость апартаментов и лофтов там от $90 тысяч, стартовый взнос 25% и рассрочка 30 месяцев. Это одни из лучших условий на рынке. При этом оплатить можно удаленно и в любой валюте. Также в комплексе доступны виллы с приватными бассейнами, садами и террасами. Количество доступных юнитов ограничено. Большая часть уже продана. Управляющая компания Break полностью берет на себя все вопросы по сдаче недвижимости в аренду, обслуживание и все вопросы с жильцами. А вы получаете в прямом смысле пассивный доход. Даже мебель и посуда включены в стоимость. Средняя заполняемость работающих объектов застройщика в 2024 году около 90%, а минимальная доходность закреплена в договоре. Гарантия на постройку до 7 лет. Полная страховка от Цюрих защищает от любых рисков, включая природные катастрофы. Переходим по этому QR-коду или по ссылке в описании, чтобы узнать все детали и активировать бонус. Вперед! Ты сказал, что вопросы про деньги, про личные, это очень не принято в Англии. Да. То есть невозможно себе... Нет шоу, хоть в Ютубе, хоть на английском телевидении, где человек, ведущий, я не знаю, Пирс Морган может кому-то задавать вопрос, сколько ты зарабатываешь? Ну, я такого никогда не видел. Это не значит, что никто это не задает, но вообще-то традиционно в британской культуре это считается бестактным вопросом. Ты сказал, что у тебя есть дом, который ты сдаешь, и просто снимаешь другой. Когда ты купил себе дом? По-моему, в 16-м году. Квартиру в 16-м году. Это квартира. Я сдаю квартиру, снимаю дом. Как ты на нее заработал? Переводами. Расскажи, что это за работа. Ну, опять же, мы возвращаемся к моей семейной истории, без нее сложно. Когда я учился в университете, я оказался в ситуации, когда я из сына довольно обеспеченного человека практически моментально превратился в нищеброда полного. Без родительской поддержки, без возможности закончить образование, обучение. И мне надо было как-то выживать. Какое-то время я даже просто спал на скамейке в парке несколько недель, потому что у меня не было денег. Ну и в этот момент я как бы подумал, какие есть у меня вообще в принципе навыки и знания. И я изучал экономику и политологию, и у меня, во-первых, в семье было много переводчиков, во-вторых, я очень хорошо знал 2 языка. Вот это были единственные как бы жизненные навыки вообще. И я стал переводить потихоньку, потом довольно быстро, довольно стал преуспевать в этом. Переводил в том числе речи Путина в какой-то момент. Статьи, основанные на его речах в английских медиа. Вот так. Переводил очень... А для кого? Я уже не помню, это были какие-то газеты, по-моему, которые публиковали его выступления. И тебе нужно было с какого на какой перевести? С русского на Я английский? переводил только с русского на английский. Практически только. Я переводил много по политологии документов, много такого. Очень много переводил судебных документов, связанных с тем, что был момент, когда российские олигархи очень любили судиться друг с другом в лондонских арбитражных судах. Вот я как бы долго этим занимался тоже. Компьютерные игры переводил. Я перевел вместе с командой ребят, которые организовал, игру «Сталкер» украинского производства. Я не знаю, ты, наверное, не знаком с компьютерными играми. Сталкер знает все. Ну вот я ее переводил на английский.
Ты переводил, а потом озвучивали мастер дубляжа? Я, по-моему, ее первую, по крайней мере, на английский не озвучивали. Я просто ее переводил в текстовом режиме. Кто основными клиентами были? Вот кто платил за перевод «Сталкера»? За «Сталкера» платила сама компания девелопер. А в основном я работал с переводческими агентствами, в основном. И это были деньги, которые могли позволить заработать на квартиру? На первый взнос и ипотеку. Ты выплатил уже? Почти нет. Я особо не стремлюсь ее выплатить. Меня как бы устраивает ее выплачивать потихонечку. А какой процент? Ну, сейчас около 4% годовых. По-моему. Чуть больше. Это меняется, я поэтому задумался все время. Сорян за дотошность, но смотри, ты сказал, что ты сдаешь эту квартиру, и на эти деньги снимаешь другую. Почти на эти. Не на эти, но почти на эти. Да, но при этом ты платишь еще за эту ипотеку, которую ты сдаешь. Да. Но моя ипотека, типа, минимальный взнос, который я должен делать, типа там 800 фунтов, я ее сдаю за 1700, снимаю дом за 2200. Вот так. Насколько правильно называть тебя человеком правых взглядов? Но меня абсолютно неправильно называть человеком правых взглядов, хотя многие очень любят это делать. Я человек, который, я бы так сказал, выравнических взглядов. Я считаю, что когда левые идут слишком далеко, их надо притянуть к центру, когда правые идут слишком далеко, надо их притянуть к центру. Я человек, я считаю, что машина должна ехать по дороге, а не в этот кювет или не в этот кювет. Поэтому, когда я вижу, что водитель хочет стянуть ее в этот кювет, я тяну направо, когда в этот, тяну налево. Ну, то есть ты центрист или... Центрист — это довольно бессмысленная фраза, потому что два центриста могут быть во всем абсолютно друг с другом не согласны. В чем-то у меня взгляды правые, в чем-то левые. Мне кажется, что люди, которые думают, я хотел думают сами, но вообще-то думают вообще. Думание — это не командный спорт. Ты по определенному становишься независимым человеком, если ты действительно думаешь. Политические идеологии — это командный спорт. Это значит, что я должен сделать вид, что я с чем-то согласен, с чем я абсолютно не согласен, чтобы мы с тобой могли вместе идти и говорить: мы правые или мы левые. Я не правый, не левый, я думаю. Я правильно понимаю, что для многих ты звучишь как правый сейчас? Вот в текущем своем попытке выровнять движение машины, пользуясь твоей метафорой, ты звучишь как правый. Потому что машина сходит в левый кувет. Когда, на твой взгляд, это стало происходить? То есть, когда поехала влево? Мы говорим про западный мир сейчас. Да, я бы сказал, что это очень сильно зависит от того, что ты имеешь в виду, и на каком этапе этого процесса тебе становится некомфортно. То есть можно сказать, что это началось в 60-х годах. С сексуальной революцией, с массовым использованием противозачаточных таблеток. Можно до этого прямо довести. Меня как бы равноправие женщин, людей нетрадиционной ориентации никогда не парило, да, абсолютно, я только за. Но, тем не менее, начался этот процесс тогда. Меня это стало напрягать, я бы сказал, что лет 10-11 назад, и я это связываю в первую очередь с распространением масс-медиа. Не масс-медиа, извини. Масс-медиа — это был первый этап. Social media, да. Они сделали то, что радикальная идеология левого типа, она гораздо более распространяема в соцсетях, потому что там ее отделенность от реальности не так заметна. И поэтому идея, что люди могут быть того пола, которого им приятно, а не того пола, который биологический, она как-то на соцсетях, и она более... мы все разные. В соцсетях это гораздо проще принять, чем когда перед тобой стоит человек, который, очевидно, совершенно не соответствует тому, что он говорит. Можно ли то же самое сказать про связь с social-медиа и правых взглядов? И сейчас мы это наблюдаем. Я думаю, что соцсети вообще очень способствуют продвижению экстремизма в любой его форме. Расскажи, как ты оказался в Англии. Ты много рассказывал об этом в своих интервью, у себя на подкасте. Расскажи коротко для нашей аудитории. Если очень коротко, в лихих 90-х мой отец и его товарищи по какому-то строительному кооперативу довольно успешно участвовали в финансовой сфере, формирующейся в тот момент в России, и у них была возможность отправить меня в частную школу. И они меня отправили. В 93-м году? В 95-м году. В первый раз я приехал, и, по-моему, в 96-м уже поступил в школу. Я тебе говорил, у меня с хронологией не очень хорошо. Как так получилось, что у тебя папа химик по образованию? По образованию, да. Но в 90-е он оказался в топ-менеджменте банка, который вместе с друзьями организовал. Как это получилось?
Ну, это вообще-то очень стандартная история, если ты помнишь те времена. Почти все люди, которые занимались бизнесом в тот момент, были там физиками, химиками, там, учеными, которые адаптировались к новым реалиям довольно быстро. Вот так. Это сложно очень сейчас понять. Людям на Западе еще сложнее, но было так. Есть версия, что этот банк был создан при активном участии генералов КГБ, Мгм. как в этой версии приводится, чтобы качать деньги на Запад. Приходилось ли тебе об этом слышать? Мне об этом слышать не приходилось. Насколько я знаю, никуда этот банк деньги не качал. Более того, он довольно быстро распался, и деньги все эти испарились. Поэтому ну, я об этом... Мне в тот момент было 10 лет, поэтому я... Не, это понятно. Имеется в виду взрослым человеком уже, разговаривая с отцом. Мы с ним, когда я его спрашивал об этом, он говорил, что они сотрудничали со спецслужбами, но что это было для того, чтобы выкачивать деньги назад, никогда он такого мне не говорил. Объяснял ли он, что значит банк, сотрудничающий со спецслужбами? Интересный вопрос. Нет, не объяснял, я его об этом не спрашивал. Почему? Не знаю, кстати, это интересный вопрос, мне надо с ним это обсудить. А ты сказал, что банк хлопнулся и деньги испарились. А куда они испарились? Ну, у нас на нашем канале есть интервью с моим папой, он это объяснил лучше, чем я сейчас смогу воспроизвести. Насколько я понимаю, в какой-то момент там была борьба за владение банком с какими-то бандитами. Человек, который был президентом банка, взял остаток денег и убежал в Америку. Ну, и на этом банк завершился, грубо говоря. Вы до твоего отъезда в Великобританию, пока папа был руководителем банка, одним из, вы жили на госдаче. И он в интервью у тебя это рассказывал. Мы с ним это обсуждали, да. Да. Как ты вспоминаешь жизнь на госдаче? Очень скучно. Для ребенка это полный... абсолютно нет ничего в этом приятного. Мне было очень-очень скучно. Это была огромная территория, на которой, в общем-то, не было никаких других детей. Выйти оттуда пешком, поиграть с кем-то не было возможно. То есть для меня это был абсолютно негативный опыт. Прям золотая клетка. Ты знаешь, она и золотой не было. Понимаешь, меня не окружали какими-то там дорогостоящими игрушками или там, я не знаю, чем сейчас дети олигархов окружают своих детей. У меня была комната большая, в которой я жил. Там в доме были там везде конфеты, потому что папа сказал, что должны быть конфеты, и я мог ими там объедаться сколько хотел. Но у меня не было ощущения, что я живу в роскоши, потому что та роскошь, которая там была абсолютно для ребенка абсолютно неинтересна. Я смотрел какие-то... Вот что было смешно, это то, что госдачам тогда еще с советских времен прилагался доступ к спецраспределителям еды, а также других каких-то вещей, в том числе кино. И я поэтому смотрел там всяких фантомасов, разбушевавшихся и так далее, вот просто с утра до вечера. Из этого вот места. Вот это я помню. Там кинотеатр был? Нет. Может, он и был, но я смотрел по телевизору. Папа потом стал заместителем министра. Было такое министерство про взаимодействие со странами СНГ. Угу. И ты в этот момент уехал. И вот тут я боюсь соврать, поэтому я говорю, примерно вот как-то вот в районе этого периода, да. Я не помню, когда это произошло. До его становления заместителем, после. Вот этого я тебе не скажу. Его, папу, потом обвинили в неуплате налогов в крупном объеме, и он уехал из России. Угу. Ты говорил, что его обвинили по политическим причинам. Он об этом говорил. Ну, я, как бы, насколько я могу, я с ним согласен, да. Как он это объясняет? Ну, то есть, вот что за политические причины? Опять же, я бы предпочел, чтобы люди посмотрели наше интервью. Ссылка на интервью будет, я еще буду задавать про него вопросы, поэтому, если вы хотите, просто можете посмотреть. Я боюсь соврать, но, насколько я понимаю, его объяснение такое, что были между разными министерствами разборки, и его убрали, потому что он мешал другим министерствам делать какие-то, как ты сказал, грязные дела. А поскольку он как бы со стороны своего министерства этому мешал, то его как бы наказали за это. Это его объяснение. Доверяешь ли ты ему объяснению? Я, да, доверяю. Почему? Потому что я знаю своего отца, я знаю, когда он говорит неправду. Он, как и все люди, иногда ее говорит. Мне не кажется, что в этом он говорит неправду. Он уехал из России, ты остался в Великобритании. Он уехал не к тебе. Нет.
Смотри, он работал, ты произнес несколько минут назад фразу, что я просто посмотрел оба интервью твоего папы, и он там рассказывает, что, как я понял, поправляй меня, что, значит, было такое либеральное, ультралиберальное правительство Ельцина, а был он, который считал развал Советского Союза трагедией и делал все для того, чтобы восстанавливать отношения со странами СНГ и, может быть, я плохо услышал, чуть ли не восстанавливать сам Советский Союз в каких-то там контурах. Вот. Можно небольшую поправку? Да. Мне не кажется, что он сказал, что все правительство Ельцина было пронизано либеральной идеологией. Он, по-моему, сказал, что были разные воинствующие между собой блоки. Либеральный был более сильный. Но он был представителем нелиберального. Да, и либералы сделали так, условные либералы сделали так, что обвинили его в неуплате налогов, и ему пришлось уехать. Опять же, важно добавить, мне кажется, что статья, по которой его обвинили, не существует. Во-первых, он отрицает, и я как бы его поддерживаю в этом, что это вообще было, но также его обвинили по статье, которой на момент якобы совершения этого нарушения, это даже не преступление, а нарушение, ее даже не было в кодексе. То есть его обвинили в чем-то, что не было преступлением на тот момент, когда он якобы это сделал, чего он не делал. Смотри, если он уехал не в Великобританию, а ты жил здесь и ходил в школу, с кем ты здесь жил? Один? У меня здесь был дедушка, который уехал еще в советское время. Но вообще-то школа, в которой я жил, это очень не переводится на русский язык. Это школа-интернат, это boarding school, где я жил прямо там. И до взрослой жизни ты, получается, здесь жил без родителей под присмотром дедушки? Ну, практически, да. Я иногда их там видел, но в основном да. Ты произнес фразу, что несколько минут назад, что твои родители говорили тебе, когда ты попросился к русским пацанам они сказали тебе, что ты приехал сюда не быть русским, а британцем, а ты приехал сюда быть британцем. Они тебе это говорили, когда он был министром в России и отправлял тебя учиться? То есть он уже понимал, что ты будешь жить здесь всегда? Я не помню, но он это не поэтому сказал. Я не помню, когда именно это было, но он сказал это не поэтому. Он просто считал, что если ты человек, который приезжаешь в другую страну, ты должен адаптироваться к ее культуре, менталитету и учить язык активно и так далее. Слушай, ну по мотивам просмотра интервью с отцом, то есть это было очень интересно, познавательно. Я еще потом спрошу, почему, и почему оно меня, я так на нем останавливаюсь. Но это странно, потому что он, с одной стороны, говорит, что в каком упадке находилась тогда Россия, что совершенная правда, как он хотел восстанавливать ее хотя бы каким-то образом, и говорил много таких патриотичных вещей, а с другой стороны, он отправляет сына учиться в Британию, что, наверное, там нормально, если у него есть возможность на заработанные деньги в банке это делать, и учитывая, что там не все было спокойно в 90-е в России, но при этом он отправляет еще сына как бы, с указаниями относительно того, чтобы он побыстрее социализировался, и то есть в участии в поднятии той самой Родины не принимал. Я вижу здесь такое противоречие. Нет, я уверен, что в этом могут быть во-первых, давай отделим. Когда он меня послал, по-моему, это было... на какие деньги, я тебе точно могу сказать, потому что как министр, заместитель министра, он никаких денег не заработал. На деньги в банке, да. Это, во-первых. Во-вторых, он мне никогда не говорил, что ты должен поехать в Англию и там остаться. Он говорил мне, что мы тебя отправили в Англию, чтобы ты адаптировался. Если ты там живешь, а я там собирался жить много лет и получать образование, ты должен адаптироваться к местным условиям. То есть не лезть в этот монастырь со своим уставом. Он никогда мне не говорил, мы тебя отправили в Англию, чтобы ты там остался. И опять же, он меня отправил в школу, понимая, что в нормальную школу в России в тот момент их просто не было. Какие у тебя самого впечатления от 2 серий разговора с отцом на канале? Мы записали 3, 3-я тоже скоро выйдет. Она будет самая, на мой взгляд, интересная и необычная, потому что мы говорим про мистику, про религию, про Таро, про много чего. Кто из вас верит в Таро? Я не знаю, что, можно сказать, из нас кто-то верит в Таро, но он это практикует. Какие у тебя впечатления от первых 2, которые я видел? Мне кажется, что первое, это была просто интересная дискуссия, в том числе про историю Советского Союза, его жизни, довольно интересной карьеры. А второе, это я задумала как возможность показать людям, что 2 человека абсолютно несогласных по очень острым вопросам,
нынешним, в том числе Украина, могут, тем не менее, с уважением поговорить и просто показать мнение друг друга. И отчасти я хотел людям на Западе показать, как думают проимперские, я бы так сказал, люди из России. И, по-моему, отец очень хорошо эту сторону, этот взгляд. По сути, он там повторял, или произносил высказывания, которыми путинская элита мыслит. Относительно, и выглядело это как оправдание войны. Я бы так не сказал. По-моему, он очень старался избежать оправдания войны. Он говорил про битву цивилизаций, и он объяснял, что с точки зрения цивилизаций вот эти пограничная борьба за территорию – это историческая норма. Вот, по-моему, он говорил вот это. То есть это оправдание войны, другими словами. Если ты хочешь на этом настаивать, пожалуйста, но, по-моему, он этого не делал. А тебе так не кажется, что вот ощущение ровно такое? У меня такого ощущения не было. Я понимаю, что, тем не менее, что из этой цивилизационного анализа, может следовать, что то, что происходит в Украине, это нормально. Но, по-моему, он всегда, когда я с ним на эту тему говорил, он говорил, что то, что там происходит, это плохо, и он этому очень не рад. Но, возможно, он имеет в виду, что это, наверное, неизбежно. Тут можно поспорить. Он сказал, что с уважением относится к Владимиру Путину. Да. Как ты относишься к Владимиру Путину? Я не согласен с тем, что он делает. Я против того, что он делает. Под видео есть комментарий. Это не первый уехавший пенсионер, который любит родину издалека. Что ты скажешь про такой комментарий? Мне понятна эта точка зрения. Если я не путаю, ты высказывался за то, что до 16 лет хорошо бы запретить соцсети. Запретить это сложно. Я бы сказал, что, наверное, в школах... в школах надо запретить 100%, на мой взгляд, это вообще... Что значит в школах? Для детей школьного возраста? Нет, или... в школах. В школы телефоны дети не должны брать. Во многих странах так и есть. Во многих нет, вот в этой в том числе. Вот в этой стране и во многих других это должно, на мой взгляд, быть сделано. А потом, мне кажется, что это... Я очень вообще скептически отношусь, за исключением определенных тем, конечно, к идее того, что государство должно всем там... Понимаешь? Мне кажется, что это скорее вопрос образования родителей. Родители очень мало кто понимает на самом деле, как на мозг их детей влияют соцсети, телефоны, планшеты и так далее. Это вопрос скорее образования общества. Вся твоя публичная деятельность, она связана с тем, что ты осуждаешь проблемы свободы слова на Западе. Не вся. Не вся. Ты очень Я много... об этом много говорю, опять же, потому что машина сходит в этот кювет. Ты очень много говоришь о том, что у свободы слова на Западе есть проблемы. При этом ты же допускаешь, чтобы до 16 лет детям запретить соцсети. Естественно. Не противоречит ли одно другому? Абсолютно. Объясни, почему. Потому что дети — это дети, а взрослые — это взрослые. С какого возраста начинаются дети? С 18 лет заканчивается формально детство. То есть какие-то вещи, которые мы признаем вредными для детей, и признаем, что они не могут сами принять ответственное решение по этим темам. Это принятие спиртное, сигареты, голосование и так далее. Да? По-моему, соцсети — это то же самое. То есть приравнять к алкоголю. То есть, когда ты взрослый, решай сам, а до этого я мы вполне понимаем, допускаю, что телефоны, они вреднее, чем алкоголь, я допускаю. В определенных контекстах. Люди тебе на это скажут. Хорошо, а где гарантия, что государство будет так сильно вмешиваться и делать ограничение возрастное на вход в информацию, запрещая соцсети, что потом оно не будет запрещать их и уже без возрастных ограничений? Я же сказал, что я не считаю, что государство должно так делать. В школах, пожалуйста. На личном уровне, мне кажется, это ответственность родителей. Если есть родители, которые хотят с 3 лет давать своему ребенку планшет, это их право, это их ребенок. Твоему сыну 3 года. У него есть планшет? Нет. Он смотрит мультики? Нет. Прям вообще? Вообще. Мой сын не знает, что такое планшет. Он знает, что мама с папой в телефоне делают какие-то взрослые дела, и все. Я абсолютно это поддерживаю, но это моя жена, я ей... это ее инициатива, которую я очень активно поддерживаю. Она большая молодец, ей большое уважение, потому что понятно совершенно, что для родителей это колоссальная дополнительная нагрузка. Дать ребенку игрушку такой привлекательности и занятности, да,
если ты, не знаю, правильно это слово, нет, как бы, который его займет на несколько часов. И поможет тебе таким образом. Для родителей это колоссальное облегчение, поэтому я очень понимаю людей, которые это делают. Я никого не осуждаю, я говорю про нас. У вас есть договоренность с женой, до скольки он не будет знать, что такое планшет? Мы это не... Когда он впервые там пароль ведет Да, и да, да. начнет на ютубе искать? Ну, если ты мою жену спросишь, я думаю, что она скажет, ну, примерно до 40. Я не знаю, я думаю, что мы посмотрим по ситуации. Расскажи коротко, как появился канал? Если совсем коротко, я с моим другом-стендапером, мы вместе в одном клубе регулярно выступали, и мы вдруг случайно поняли, что мы придерживаемся определенных, не очень непопулярных в нашей индустрии взглядов. Более правых, Не более правых. более консервативных. Не более консервативных. Я же тебе говорю, мы с тобой это уже, я не знаю, в каком порядке Да. это будет, но, нам казалось, это не было, что мы там типа за консерватизм или мы там правы. Это было то, что в нашей индустрии происходит, это непонятная хрень, с которой мы активно не согласны. А что происходит? Разделение людей по расовому признаку, то есть, грубо говоря, белые плохие, черные хорошие. Этих надо продвигать, этих надо опускать и так далее. То есть начались какие-то очень странные, непонятные для нас процессы. То же самое с мужчинами и женщинами. Началась вот такая вот идеологическая, политическая конъюнктура, вместо того, чтобы говорить, вот это хорошо шутит, это плохо шутит. И в первую очередь это нас как бы сподвигло на то, чтобы задать вообще вопрос, а что происходит? Что происходит? А потом случился Brexit. Точнее, он случился примерно в одно и то же время. И мне было непонятно, почему произошел Brexit. Я поэтому стал, и моему другу тоже. А в смысле, вы не понимали причины или вы просто не интересовались? Мы не понимали причину. Ага. Давай уточним, ты политолог по образованию? Я изучал политологию. Я бы не сказал, что я политолог по образованию, я ее изучал в университете. Так. Ну и интересовался всегда. Но в этот момент я занимался стендапом, поэтому как бы политика меня интересовала очень, как материал для шуток, а не больше. Но мне было абсолютно непонятно, почему это произошло. И тут мне начали объяснять, что это потому, что британцы крайне нетолерантные, ненавидят людей из других стран, они все расисты там, и так далее. И мне было совершенно очевидно, что это просто неправда. И поэтому мне стало интересно узнать, почему на самом деле это происходит. И тогда мы стали приглашать на наш канал людей, которые могли это объяснить с более образованной позиции как бы в этих вопросах. Во многом это были люди, которым как бы в главных СМИ просто не давали возможность выражать свое мнение. Потому что они были более консервативны. Потому что у них было непопулярное объяснение этого феномена. Что значит популярно, непопулярно, когда голосование за Brexit это сколько? 52-48? Да. Ну, то есть это, по сути, две равные позиции. И та, и другая одинаково, почти одинаково популярны. Но ты не обижайся, ты опять путаешь голосование и то, что называется по-английски elite discourse, то есть то, что обсуждается в телевизионных студиях, в газетах и так далее. То, что говорилось про Brexit на публике, абсолютно не соответствовало тому, что думали люди в стране. И именно поэтому голосование за Brexit было таким шоком для всех. Потому что В медиа говорили, что это невозможно, Да. Потому что, ну, по твоему мнению, в медиа имеют доступ только люди, которые там более, скажем так, либеральные позиции, а в действительности люди проголосовали за отделение от Евросоюза. Да. Только люди либеральных взглядов получали доступ к телевизору? Ну, это очень это большое преувеличение, но я о том, что нельзя говорить... Но подожди, но ты же его сейчас допустил. Я сейчас объясню. Нет, я сказал, что этих людей допускали гораздо меньше, чем это соответствовало бы их пропорции населения. То есть одного такого человека впускали на дискуссию, в которой участвовало 5 других, где все его закидывали гнилыми помидорами за то, что он какой-то мерзкий, противный, там, расист и так далее. И не давали ему выразить свою точку зрения в ее полноте. И поэтому создавалась неправильная картина страны, мнения большинства населения и так далее. И вы решили об этом говорить? То есть вы с этих позиций начали... Мы начали с позиции, мы два чувака, которые ничего об этом не знают, но мы знаем точно, что то объяснение, которое нам дается официально, это полная хрень.
Поэтому давайте узнаем, что на самом деле. И мы стали брать интервью у разных людей. Были люди, которые против Брексита, которые за Брексит, с самых разных позиций, и либеральных, и консервативных. Есть либералы, которые голосовали за Брексит, есть консерваторы, которые голосовали против Брексита. Это не так все просто. Но суть в том, что это была первая тема, по которой нам стало понятно, что официальная версия не соответствует действительности, и нам было интересно понять, почему это было на самом деле. Когда канал полетел? Ну, я не знаю, что можно назвать полетел. Ну, у тебя же есть отметка, когда ты понимаешь, понял, что стало получаться, что это находит отклик аудитории? Ну, во время ковида, наверное. Во время ковида. А как это проявлялось? То есть стали больше смотреть? Это проявлялось так, что, во-первых, вся остальная деятельность, которой мы могли заниматься, отпала, то есть юмористические выступления были абсолютно невозможны. И поэтому мы все это время тратили на развитие канала. А во-вторых, на канале, у которого в тот момент не было и сотни тысяч подписчиков, были там регулярные просмотры 200, 300, 400 тысяч человек. Ага. А также мы проводили очень такие жесткие юмористические лайвстримы, на которых мы высмеивали все, что происходило, и они набирали много просмотров, люди кидали нам донаты, ну, в общем, это стало выгодно. Когда это стало вашей работой? Вот, наверное, в этот момент. В ковид? Да. То есть до этого у вас были другие работы? До этого мы сами вкладывали наши деньги в канал, а после этого мы в первый раз у нас появилась возможность какие-то деньги платить себе как зарплату. Малюсенькие в тот момент. Чем ты зарабатывал на тот момент, до того, как... Ну, юмористическая карьера моя была. Что твоя карьера стендапера? То есть как она выглядела тогда? Я 5 лет этим занимался. У меня все нормально получалось, но это было очевидно, что это не то, на что я хочу потратить свою жизнь. Это было не совсем моя деятельность. А вот давай расшифруем, как получалось. То есть ты гастролировал по Британии? Да, у меня было свое шоу, которое я привез на Эдинбургский фестиваль. Там выступал 30 дней подряд с ним. Оно очень хорошо прошло. Ну, я говорю, просто это... Не, а в Лондоне, вот, например, ты выступаешь в клубе в Лондоне, сколько на твой концерт могло прийти людей по билету? Я выступал в основном в комедийных клубах. То есть это когда там на сцене 3 человека за вечер. Да. И я один из них. Ага. Ну, там 300-400 человек в зависимости от клуба. 300-400? Да, но они приходили не на мой концерт. Они приходили на концерт, где клуб. Кисин и еще 2 человека? Да. Были ли у тебя сольники? Да, ну вот я же говорю, то, что я сказал, мое шоу, это мой как бы спешл, то, что сейчас называется. И вот он у меня был небольшой тур по Великобритании. Вот. В Манчестере, в Ливерпуле сколько на тебя приходило? Я в Манчестере и в Ливерпуле не выступал. Со своим сольником. В комедийных клубах выступал. В Бирмингеме? Я выступал в основном в южной части Англии в тот момент. В Оксфорде, в таких местах. Там приходило 100 человек где-то так. То есть я успешную, вот суперзвездную карьеру юмориста никогда не сделал. Ну, просто в Англии стандартно это занимает где-то лет 10. Чтобы подняться? Да. И у меня есть хороший знакомый, ты не знаю, ты его знаешь, юморист российский Игорь Мирсон. Мирсон, да. Мы с ним это часто обсуждаем. Он говорит, что в России мы там 1 год выступили, все, надо свой спешл делать. Игорь, насколько я понимаю, ближе всех когда-то подобрался к тому, чтобы на английском языке делать карьеру. Да. И он как раз на Эдинбургском, кажется, фестивале тоже выступал. Да, и мы с ним иногда вместе даже выступали на разных фестивалях. На английском? Да, на английском, да. Где он сейчас? Он сейчас в Лондон, по-моему, переехал. Мы с ним встречались недавно. И он говорил, что в России все быстрее происходит, стремительнее. Ну, в тот период, когда он делал свою карьеру, можно было за год стать там телевизионной звездой. В Англии обычно это занимает 10-15 лет. Так, это стала твоей работой в ковид. Сколько человек у вас в команде сейчас? 11, включая нас двоих. Как вы зарабатываете? Ну, рекламой, разные рекламы, а также тем, что люди, которые любят наш канал, дают нам деньги, донаты. Что больше приносит, донаты или рекламная интеграция? Донаты, по-моему, самая отдельная большая статья доходов, если разбить рекламу на разные типы рекламы. Но, в общем, наверное, реклама. С рекламы вы получаете больше? В общей сложности, да, с разных всех реклам, если их все сложить вместе. Ты можешь сказать, сколько стоит ваша рекламная интеграция? Чтобы разместить рекламу на канале, сколько бренд должен? Ты знаешь, я сейчас даже тебе не скажу, потому что этим один человек занимается. Я, в общем-то, в это почти не вмешиваюсь. Но это больше 10 тысяч фунтов, меньше 10 тысяч фунтов? За одну рекламную роль меньше. Меньше? Да. Если ты делаешь контент на Ютубе на русском языке и интересуешься, как его делают на английском языке, в Штатах ли, в Великобритании, особенно до блокировки Ютуба, хотя даже сейчас, когда просмотры на русскоязычном Ютубе падают очень сильно в силу разных факторов, ты не можешь не обратить внимание, что в англоговорящем Ютубе зрителей как будто меньше, чем у нас.
Ну, просто простой пример. Лекс Фридман, его интервью, человек, который интервьюирует главных людей мира, все могут посмотреть, какие просмотры у него и какие просмотры там на русскоязычных каналах, например, которые тоже занимаются интервью. И будет некоторое удивление, что там, не знаю, интервью Потапа, украинского поп-звезды, при всем уважении к его яркости, оно собирает там больше просмотров, чем интервью главы Индии. Почему так происходит? Ты понимаешь? Я думаю, что это в первую очередь тоже, о чем мы говорили в контексте стендапа. Конкуренция гораздо выше. Каналов, которые берут интервью на высоком уровне у серьезных людей в англоязычной сфере 20. Ага. Я могу тебе их все сейчас перечислить, прямо вот так. В русскоязычной сфере, наверное, чуть меньше. Наша гипотеза, когда мы друг с другом это обсуждаем, между тем, кто создает контент на русском языке в Ютубе, она заключается в том, что в России Ютуб так попер, потому что это была альтернатива телевидению, которая абсолютно заблокирована была на предмет альтернативного мнения, альтернативному текущей власти. А у людей все равно эта потребность есть. Не обязательно там поддерживают они Путина, против Путина, но им хочется более полной картины мира. А в Англии и в Штатах телек как был с разными мнениями, так и остался. То есть телек не умирал, грубо говоря. Может ли быть в этом причина? Отчасти, думаю, да, хотя я бы сказал, что не в такой, конечно, экстремальной форме, но то, о чем ты говоришь, на Западе тоже произошло. Если ты посмотришь, например, на последние выборы в Америке, их не случайно называли подкастными выборами, потому что это были первые выборы, на которых оба кандидата много уделили времени новым медиа, да? То есть это происходит, но не в такой экстремальной форме. Ну, слушай, Америка все равно при всех своей специфике, это где есть и Fox News, и где есть CNN. Да, я же говорю. Там амбивалентно. Но и на Fox News, и на CNN ты не услышишь трехчасовое интервью с одним из кандидатов на президентское кресло. Ты не про идеологию, ты про формат. Формат и диалог — это очень тесно связаны между собой. Не про идеологию, а про формат, я имею в виду. Это очень связанные между собой вещи, потому что когда ты кандидат на место президента, и тебе дают 10 минут, в которые тебя все время перебивают, это очень меняет тип дискуссии. Поэтому это очень связанные тесно между собой вещи. На телевидении, в общем-то, нормально тебе высказать свое мнение, свою точку зрения не дадут. И поэтому новые медиа, YouTube, подкасты, они очень сильно выросли за счет того, что люди ощущают, что на телевидении то, чего они хотят услышать, им не дадут. Понимаешь? Ну да. У вас в заглавных сейчас видосах или заглавным видосом твоя речь на конференции, которую вот этот канадский психолог организует. И заголовок этой речи «Уморительная и вдохновляющая речь Константина Кисина на конференции». Ты такой голос добавил, что мне аж немножко как-то там капслок, капслок. Я поэтому таким образом вербализировал капслок. Я чувствую легкий стёб в том, как ты это подал. Не, мне просто интересно. Многие бы сочли на русском ютубе это нескромным, когда ты на своем канале называешь собственную речь вот настолько комплиментарно. Да? Да. Как ты с этим уживаешься? Очень просто. У меня есть команда, которая за меня все это решает, поэтому я особо не парюсь. Нет, подожди, если у тебя команда выпустит видео, когда будет написано «Константин Кисин – самый замечательный человек на свете», тебе тоже это норм будет? Я, наверное, с этим не согласен. А речь моя действительно была смешная, поэтому я не против. А вдохновляющая? Ты думаешь, что да? Окей. Учитывая, сколько людей ее посмотрели и как они отреагировали, думаю, да, можно так сказать. Ты сказал, что канал возник из-за того, что вы в стендапе видели несправедливость, которая происходит. Ты говорил, что к людям разных рас относились по-разному. Приведи пример. Очень просто. Я помню, что это было очень смешно, потому что я, когда впервые приехал в Англию, у меня довольно темная была кожа по отношению, и есть, собственно, по сравнению с большинством англичан. Ты называешь себя русско-греко-евреем? Наверное, можно так сказать. У тебя русская кровь, украинская кровь, еврейская и понтийские греки. Да. И когда меня хотел кто-то там, я помню, мы играли в регби против другой школы, меня обозвали пакистанцем. И один раз я шел с выступления домой, и ко мне кто-то подошел на улице, мы там что-то, я уже не помню, как-то мы там, почему-то мы поссорились, и он тоже что-то на эту тему сказал, типа темный, да. Я пришел домой и получил имейл, что мы отменили ваше выступление в нашем комедийном клубе, потому что у нас слишком много белых мужчин.
Так, связь не уловил. Значит, тебя В тот кто-то- же день мне сказали, что ты темный, а я пришел домой, мне сказали, что ты слишком белый, и мужчина, мы тебя не можем в нашем комедийном клубе. Слишком вас много, белых мужчин. Тебе так написали из Да. клуба? А у тебя сохранился этот имейл? Можно посмотреть, но это было лет... Сколько сейчас? У нас 5-й год. Но это было лет 7-8 назад. Ну, Можно? почта же та же. Почта у меня не та же, но я, возможно, смогу его найти. А сможешь найти нам? Если- и прислать? если Ну, смогу. замажем имена, но мне хотелось бы Если увидеть смогу, это. найду, конечно. Мне просто формулировку хотелось бы увидеть, как Too это many звучит. straight white men on the bill. Окей. Ты задаешь мне этот вопрос, как будто это что-то очень ненормальное. Подожди, Это очень ненормально. Это тебе так кажется. Если ты пойдешь на... Есть, например, Facebook-группа, в которой решаются все вопросы, где кто выступает, называется The Comedy Collective. Ага. Там регулярно есть реклама. Нам нужен юморист для такого-то клуба там в субботу. Столько-то денег. Straight white men don't need to apply. We already have too many. А too many это сколько? Это 80/20? Это как бы, это каждый клуб сам решает. Есть клубы, где вообще нельзя, есть комедийные вечера, где мужчинам вообще нельзя выступать, белым вообще нельзя выступать. Это у нас типа special. Давай разберем на молекулу несколько Давай. вещей, чтобы понять, как вообще к этому относиться. Допустим, вот те, которые говорят, что слишком много белых мужчин в программе, ну, допустим, они действительно заботятся о разнообразии. И они хотят, чтобы были, ну, возможность получали не только белые, но и темнокожие. И, допустим, уже и так 90% программы — это белые артисты. И они просто хотят 10% заполнить людьми другой расы. Чем это плохо? Ничем. Так, Я не против, чтобы они находили талантливых не белых артистов. так. Тогда, Пожалуйста, тогда почему должен смущать ответ именно на это выступление? Потому что это, если бы мы написали так про любую другую расу, тебе бы сразу было понятно, почему это неправильно. А расшифруй. Черных, пожалуйста, черных артистов нам не надо. Как бы ты отнесся к такой фразе? Если in general, очень плохо. Ну. А давай подумаем, что если не in general, а с каким-то контекстом. Например, то, что 90% у нас лайнап, там 90% темнокожих, но мы хотим разнообразия, и поэтому хотим 10% людей с белой кожи. Поэтому произносим, что на это выступление темнокожих у нас слот заполнился, вот мы ищем людей Зачем белой слоты? расы. Я не понимаю, зачем на людей смотреть как по расовому признаку. Я сейчас, если что, я интеллектуальное упражнение Я сейчас делаю. тоже. Вот. Я же отвечаю на твое Да. интеллектуальное упражнение. А, Это, во-первых. Во-вторых, в Лондоне очень много комедийных клубов, где выступают только черные артисты. И это как бы нормально, и там своя аудитория. Я не об этом говорю, я о том, что дискриминация против всех людей неправильна. И если мы живем в обществе, в котором мы говорим, что дискриминации быть не должно, ее не должно быть. Это все. Это, во-первых. А во-вторых, по твоим вопросам, точнее, не по твоим вопросам, я понимаю, что ты просто со мной. я транслирую другую точку зрения. Да, я понимаю. Дело в том, что под этим всем лежит две идеи. Во-первых, что против женщин, чернокожих там, и так далее в комедийной индустрии, в этом контексте, идет активная дискриминация, что их не берут на комедийные вечера, потому что они женщины или чернокожие. Это полный бред. Наоборот, идет... Я это не транслировал. Вот. Но это подразумевается в том, что ты говоришь. Потому что, чтобы компенсировать недостаток, надо что-то делать. Это раз. Чуть по-другому. Давай. Да, вот верная фраза, чтобы компенсировать недостаток, Нет, кстати, нужно что чего? делать. А Но теперь это- давай чего? Да, но это история про поддержку. Это история про... А зачем поддерживать людей, Пора- которым она не нужна? Поддержка. Ну, это большой вопрос. нужна или нет. Я в какой-то момент, у меня был комедийный клуб, которым я управлял и приглашал туда людей. Я тебе могу сказать, что найти женщин того же уровня, как и те мужчины, или людей каких-то меньшинств расовых, гораздо сложнее. Им приходится платить больше денег. И знаешь почему? Почему? Потому что их очень мало. Потому что в стране, в которой подавляющее большинство людей белые, естественно, что большинство артистов будут белые. Это нормально. Что касается мужчин и женщин, надо не забывать о том, что у мужчин и женщин разные психологические предпочтения. Стендап — это практически исключительно мужская профессия, потому что это мужчинам хочется стоять на сцене и показывать, какие они веселые, какие они крутые, и смотреть, как аудитория вот так вот делает, понимаешь? Поэтому у мужчин подавляющее большинство. Естественно, что в комедийном клубе будет выступающих большинством белых мужчин в стране, в которой большинство белые, и мужчины — это те люди, которым эта профессия интересна. В Британии большинство белое? Да. А какая статистика? Где-то по последнему, как по-русски, census?
Ну, результаты по последним опросам. Да, это не опрос, это официальная как бы статистика. Перепись, вот. Да. По последней переписи около 80%. Переписи? Да. Ага. А в условно Бирмингеме, например, какая? Другая. В крупных городах очень по-другому. Большинство или... Сильно зависит. Белые англичане или британцы, как считать, в Лондоне меньшинство. Многие в англоязычном мире называют тебя борцом с воук-культурой. Угу. Насколько это корректно? Корректно. Объясни, что это значит? Борьба с воук-культурой. Объясни, что такое воук-культура? Или да. Почему я против, или что именно? Что ты имеешь в виду под воук-культурой и почему ты против? Воук-культура — это всегда, мне по-русски это будет сложно объяснить. Мы с тобой этой темы коснулись, когда были на улице. Насчет того, что разные группы, этнические, сексуальные и так далее, ставятся на разные пьедесталы по отношению друг к другу. Это разделение общества на разные подгруппы, каждый, которые считаются лучше или хуже других по определенному критерию. Критерий главный — угнетение. Это, например, есть такая тема diversity, equity and inclusion. Это идея, что надо практиковать позитивную дискриминацию в пользу каких-то определенных меньшинств и против большинства, грубо говоря, или каких-то других групп, там, белых мужчин, например, или кого-то угодно, в первую очередь. Во-вторых, это для того, чтобы это сделать, нужно всех заткнуть, потому что очень многие люди с этим не согласны. Поэтому это также несет в себе ограничение свободы слова, политкорректность и так далее. Также за этим стоит продвижение определенных социальных тенденций, таких как трансгендерная идеология, и так далее и тому подобное. Об этом можно долго говорить. Это идеологически, это такая новая форма марксизма, которая... Марксизм — это когда мы говорим про классовую принадлежность, а это мы говорим про расовую и сексуальную принадлежность. Но методология тоже. Разделить и сказать, эти лучше, эти хуже. Ну, если чуть упростить, то есть история, когда крупная компания западного мира, и там нужно нанять людей по квотам. Столько-то белых, столько-то черных, столько-то азиатов, и там, столько-то мужчин, столько-то женщин. Ты против этого? Конечно. Объясни, почему. Потому что это несправедливо. Потому что компания должна нанимать людей по их способности делать ту работу, которую они делают, а не потому, какие у них гениталии или цвет кожи. Представим, что люди одинаковыми способностями обладают, а люди хотят вот таким вот образом... Ты нанимаешь людей иногда, правильно? Очень редко. У тебя когда-нибудь было, чтобы пришли к тебе два одинаковых человека? У нас никогда так не было. Мы нанимали, не очень много, но у нас сейчас работает 11 человек. Может быть, за всю историю нашей компании мы нанимали 20 человек, включая тех, кто сейчас работает. Никогда у нас такой ситуации не было. Теоретически, если ты гипотетический вопрос даешь, можно представить, что пришли... Компания из 20 человек, из 2000 человек — это разные. Согласен, да. Там другая... Тем не менее, я не верю в то, что когда-нибудь могут прийти два одинаковых человека. По скиллам, я имею в виду. Одинаковых по скиллам. Я в это не верю. Это люди не одинаковые. Вопрос. Как я понимаю, воук-культура, она так или иначе обошла Россию и обошла мою информационную повестку. Я на нее наблюдал со стороны и точно многого не понимаю и не знаю. Но тем не менее, как я вижу, скажем так, здравые левые голоса, которые поддерживают эту культуру, поскольку я понимаю, что там твоя критика в первую очередь направлена на радикальных левых, которые способны дискредитировать любую благую идею и сделать так, что все над ней будут только хихикать. Можно небольшую поправку? Да. Моя критика направлена не только на радикальных левых. Моя критика также направлена на нормальных левых, которые боятся сделать то, что сделал я. А именно сказать, я левый, я против этой хрени. Ага, вот, например. И их трусость и беспринципность меня очень раздражает тоже. Максимальный респект. Так вот, смотри, один из голосов здравой левой повестки, на мой взгляд, здравый, следующий. Вот есть американское общество. Там есть черные гетто. Люди в них живут в своей среде, там хуже образование, там гораздо меньше социальных лифтов, там очень много криминала, и, к сожалению, так устроена жизнь, что они не имеют возможности из этого мира вырваться и просто продолжают регенерировать все те проблемы, которые есть, и у них нет никаких социальных лифтов наверх. И вот эта самая
квотирование, пардон, мне проще это слово употреблять, оно как будто понятнее русскому уху, оно помогало кого-то из них, из этой жизни, выдернуть. И, возможно, каким-то образом сделать чуть более органично устроенным мир, и каким-то образом это гетто рассеять, в том числе каким-то благополучием или перспективой благополучия. Даже если бы это было так, а это не так, все равно это неправильно, но это не так. Ну, можем сейчас сказать про принцип для начала. Да? Если у тебя рак, то удалять надо опухоль, а не давать тебе привилегии, потому что у тебя рак. Если люди живут в районах, где плохое образование и криминал, надо заниматься улучшением образования и устранением криминала, а не продвижением людей определенной расы в какие-то места и позиции, для которых они недостаточно квалифицированы. Это раз. Во-вторых, что на самом деле происходит, если тебе интересно. Об этом пишут очень многие люди и говорят, в том числе один из моих героев, это писатель и он много чего, он философ, историк Томас Солл. Он, кстати, сам именно вырос в Гарлеме. Гарлем по-русски? Да. Да. И стал профессором в Гарварде, в Колумбии, много. Томас Солл. Он великий американский социолог, писатель, много чего. На самом деле, что происходит? Когда людям из определенных меньшинств дают возможность попасть в университет вот по такому блату, скажем так, это практически всегда приводит к тому, что они очень там не успевают, потому что они попадают в место, в котором они просто оказываются в самом низу этой образовательной системы, вместо того, чтобы попасть в место, где они были бы, у них была бы возможность преуспеть. Во-вторых, позитивная дискриминация не приводит к тому, что человек из гетто получает хорошее образование. Она приводит к тому, что и так вполне обеспеченный человек из расового меньшинства получает доступ к хорошим университетам, куда его родители и так бы прекрасно могли заплатить, чтобы он пошел, просто ему не хватило оценок, чтобы туда попасть. Поэтому эта теория хорошая, но приводит она только к пагубным последствиям. Многоэтнические общества работают, мультикультурные нет. Что ты имеешь в виду? Многоэтническое общество – это общество, в котором живут разные группы людей. Практически все империи в истории человечества – это такие страны, они такие. Любую возьми. Монгольская империя, Российская империя, Британская империя, Америка, все угодно. Но у такого общества для того, чтобы оно было стабильно и процветало, должна быть одна доминирующая культура. Не должно быть так, что люди живут раздельно и считают себя не частью общества, а своей подгруппой в первую очередь. Все мы должны быть британцами в первую очередь. То же самое, как если я не знаю, армянин, который живет в России, я могу оставаться армянином, но я в первую очередь должен считать, как мне кажется, считать себя россиянином, как гражданин этой страны. И меня это должно объединять с другими людьми, которые другой этничности, других каких-то культурных изначально ценностей. Это я имею в виду. Работает ли так в Британии сейчас? Ну, мы идем в неправильном направлении, конечно. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что есть общая тенденция поощрять разъединение, а не объединение. Тенденция поощрять кем? Это на разных уровнях, но в первую очередь, конечно, государством. Ну, а приведи пример. Они говорят все время, что там индийская комьюнити, там то-то, то-то. Там такое... Что то-то? Ну, я пытаюсь придумать вспомнить правильный... Придумать? Не придумать, а вспомнить, что я имею в виду, что идет концентрация на этом, на как бы вот этой подгруппе мы должны позаботиться о том, чтобы у них было то-то, то-то и не было того-то, того-то. Это сложно привести конкретные сейчас примеры, но об этом все время говорится. Такое-то комьюнити, сякое-то комьюнити. И нет достаточно, как мне кажется, разговоров о том, что нас объединяет, а не о том, что нас разделяет. Я не услышал пример. Потому что я его не привел. У вас недавно вышло интервью на канале с Борисом Джонсоном. Как он тебе? И как собеседник, и как политик? Ты знаешь, я тебе честно скажу, я человек, который считает себя как бы двукультурным, и я, в общем-то, британец, наверное, даже в первую очередь сейчас, нежели русский или россиянин, но политическая карьера Бориса Джонсона всегда была для меня какой-то такой британской загадкой, которую мне очень сложно понять, почему люди за него голосовали, почему люди считают, что это достойный политик. Мне это очень сложно понять. Он у меня вызывает некоторое такое клоунское впечатление, и во многом себя так и ведет. И я, насколько понимаю, это он делает специально. На самом деле под этим всем довольно серьезный человек,
И зачем он... Ну, почему-то вот эта клоунада людям здесь нравится. И вот этого я до сих пор не разгадал за свои там 30 лет в Англии. То есть, по-твоему, в паблике он другой, чем по сути? Да, конечно. Ну, и все политики такие. Ух ты. Ну, не у всех то, что в паблике, так отличается, Да, может отличаться от другого. Это политический инструмент или что это? Это способ продолжать находить работу и быть избранным? Нет, я думаю, что это аспект его личности и психотипа. Он такой перформер, да? Актер. Да. Актер, энтертейнер, это как бы, да. И как бы политика там очень второстепенная, мне кажется. Ну, тем не менее, он руководил одной из важнейших стран в Европе. Угу. Просто человек, у которого политика второстепенная, может такую должность получить? Потому что, ну, особенно в странах с избирательной демократией, как бы харизма гораздо важнее серьезности, поэтому это неудивительно. Что ты думаешь о нем как о премьер-министре? Он был хорошим или плохим премьер-министром? Он был плохим премьер-министром, конечно. Может по пунктам людям, которые не так в повестке, объяснить? Он продолжил пагубную политику, в первую очередь, в сфере миграции, в сфере экономики. В очень многих сферах было сделано много глупостей. Я также очень сильно был не согласен с тем, что он... И он, кстати, в нашем интервью об этом сказал. Особенно вот у нас есть часть, которая за paywall, где мы задаем дополнительные вопросы от нашей аудитории. Я его спросил, а ты, блин, типа, ты же говорил, что ковид, ну да, серьезная проблема, но не надо все закрывать, лишать всех их свобод, прав там, и так далее ради этого. Почему вы не последовали шведской модели, а почему вы пошли на поводу у этих людей, которые хотели все закрыть, всем все запретить? Он сказал, ну, типа там, ну, люди требовали, там, медиа требовало, СМИ требовали. То есть это человек, который, на мой взгляд, у него были в некоторых аспектах правильные принципы, которым он не последовал, потому что не хватило, скажу грубо, яиц следовать своим принципам, а не популярности. То есть ему не хватило сил сказать, идите все нафиг, вы меня выбрали, я так считаю, так правильно, и я буду так делать. Какие политики так делают в мире, по-твоему? Таких очень мало. У него, например, была министр внутренних дел, и она, я не помню, она при нем была или чуть позже, ее зовут Суэлла Бравеман. Она у нас тоже была на интервью. Вот она человек, который, может быть, ее политическая карьера за счет этого пострадала, но она честно сказала, я считаю, что вот это правильно, вот это неправильно. И пока я в своем кресле, я буду делать то, что меня выбрали делать. И что она делала? Она пыталась ограничивать нелегальную миграцию, она пыталась говорить, что и массовую миграцию надо контролировать, она пыталась говорить, что трансгендерная тема очень неправильно как бы решается в нашем обществе, она пыталась говорить, что полиция должна делать свою работу, а не заниматься всякой фигней. Она очень много пыталась делать, и ее за это сгноили. Я правильно понимаю, что Борис Джонсон был одним из тех, кто закрывал Великобританию плотно во время ковида, но должности он лишился за вечеринку с вином и чем-то там еще? Ну, мне кажется, что так сказать было бы очень упростить. И он должности лишился потому, что вообще бренд партии консерваторов стал абсолютно токсичным. И это не из-за их вечеринок, а из-за того, что они, грубо говоря, не делали то, что они обещали своему электорату. Я бы вот так сказал. А они делали что? Ну, те же темы, которые я тебе озвучил. Миграция, нелегалы и так далее. В первую очередь. И поэтому, в общем-то, они проиграли выборы не лейбористам, они их проиграли партии, она называется Reform, которые более правые, чем они. Давай расскажем нашей аудитории, той, которая этого могла не слышать, почему в городе Роттерхэм в прошлом году были протесты. Ну, на это можно сложно или очень просто ответить. Формальное объяснение — это то, что в городе Саутпорт парень довольно молодой, зарезал нескольких девочек, детей. В детском саду? Ну, это был не детский сад, но... В развивающем клубе? Да. Но я бы сказал, что эти протесты они были не только в одном городе, они были во многих городах. И это реакция не только на это событие, а на то, что многим людям кажется, что политика, которая проводит государство по отношению к нелегальной миграции, по отношению к исламистскому терроризму и так далее, неправильная. И эта волна протестов была реакцией на это. Смотри,
я, наверное, что-то перепутал. Мне казалось, что в Роттерхэме все вспыхнуло, потому что было десятилетие расследования, которое показало вот эту историю про пакистанский груминг, изнасилование и чудовищные вещи, которые в том числе мигранты, или в первую очередь мигранты, делали на стыке 90-х и нулевых. Они продолжают это делать. В Роттерхэм, дай конкретно про Роттерхэм. Значит, поправь, где я не прав. Значит, как я понял историю. Конец 90-х, начало нулевых. Огромное количество насильственных преступлений от таких, которых просто волосы на голове сидеют, в абсолютный ужас приходят. С детьми, с участием детей, рабство, все остальное. И, что, возможно, самое возмутительное в этой истории, полиция не расследовала или недостаточно расследовала это дело, потому что боялась обвинений в расизме. Давай сразу поправки. Да, пожалуйста. Поправок много. Во-первых, это было не в одном городе, это было по всей стране. Это раз. Во-вторых, это не просто недостаточно расследовалось полицией, а во многих случаях это ими прикрывалось. И не только полицией, а также социальными службами, медицинской системой, образовательной системой и так далее. В-третьих, это не происходило в 90-х, в начале нулевых, это происходило весь этот период и, насколько мы знаем, продолжает происходить. Ну, полиция продолжает прикрывать и Нет, бояться обвинений в расизме? И я точно этого сказать не могу, но я сказал, что преступления продолжают происходить. Просто что меня зацепило в этой истории, помимо чудовищности происходящего, это то, что полиция покрывала и приводилась как аргумент, почему это делается, в расследовании нашего коллеги. Community cohesion это называется. Это то, о чем я тебе говорил. Да. Мы не хотим повредить, как бы так сказать, дружбе народов, дав определенным реальным фактам выйти наружу. Вот так. И это ровно то, о чем я говорю, когда я говорю, что мы слишком много думаем о том, как бы кого-то не обидеть, слишком мало думаем о том, чего мы все как общество хотим. И, наверное, мы все как общество не хотим, чтобы такие преступления происходили. И если мы видим, что у этого есть определенная, как бы так сказать, культурно-этническая подоплека, нам надо обратить на это внимание. И, кстати, опять же, есть очень много людей в Англии, которые хотят сделать вид, что это проблема ислама или проблема мусульман. Я с этим не согласен. Это проблема выходцев из очень определенных районов, в основном Пакистана. То есть это не что-то, из чего надо делать ложные и неправильные обобщения. Это что-то, из чего надо делать правильные, корректные выводы, а для этого надо об этом честно, откровенно говорить. Какие выводы? Ты очень много говоришь про проблему миграции в Великобритании, вообще в западном мире. Как ты предлагаешь ее решать? Надо закрыть границу для нелегальной миграции, чтобы люди понимали. Когда я приехал в Великобританию, смотря как считать, в 95-м, в 96-м году легально, то есть абсолютно нормальная, стандартная, разрешенная иммиграция в Англию была 55 тысяч человек в год. Сейчас... Типа лимит? Не лимит. Просто так, столько происходило. Столько происходило. Да. Сейчас больше людей приезжает в Англию нелегально в год. Или примерно столько же. Естественно, мы точно не знаем. То есть эта проблема вскочила нереально. То есть в первую очередь надо прекратить допущение в страну нелегальных иммигрантов. Это надо сделать сразу и четко. Это во-первых. Во-вторых, надо очень стараться интегрировать тех людей, которые сюда уже приехали. То есть не позволять формироваться гетто, поощрять людей изучать правила страны, культуру страны и вливаться в нее, и участвовать в ее общественных институтах и так далее. Давай по пунктам. Значит, Давай. Как прекратить нелегальную иммиграцию? Разворачивать лодки, это очень просто. Да, плывет лодка там, через Ла-Манш или к вам заплывает через что обычно? Через Ла-Манш. Через Ла-Манш. Из Франции, да. Из Бенилюкса плывут. Да, как ты понимаешь, Франция — это не страна, в которой идет гражданская война, и какие-то проблемы. Просто в Австралии это сделали. Как делают в Австралии? В Австралии разворачивают лодки, дают им столько бензина, чтобы они могли доплыть обратно, откуда они приплыли, и не дают им высадиться в стране. И же вот все уплывают дальше? Они эту проблему решили очень быстро. Не-не, как? Вот они дали бензин, что вот эти люди, которые суперопасный путь преодолели, да. Они заправляются бензином и говорят «спасибо!» и плывут? Их довозят до приграничных вод того государства, откуда они приплыли, там дают им ровно бензина столько, чтобы доплыть до берега, и на этом дают им возможность вернуться в безопасную страну. Это раз. Окей, а если они разворачиваются и прям там... Они не разворачиваются. Также у Австралии есть такая политика, что они никому не дают высадиться на их территории. То есть если есть какие-то люди, которые
куда-то там не туда доплыли, их высаживают на определенном острове. Если ты попытался приехать в Австралию нелегально, ты гражданином Австралии никогда не станешь. Вот у них такое правило четко, они ему следуют. То есть ты предлагаешь разворачивать лодки, которые... Я предлагаю следовать этой политике. Она вполне разумная и гуманная. Как интегрировать? Интегрировать, тут есть разные моменты, но в первую очередь нельзя создавать ситуации, где люди живут только с такими же людьми, как они, говорят на своем языке. Вот я, например, жил некоторое время в Восточном Лондоне. Когда ты приходишь к врачу, тебе дают какой-то буклет, связанный с тем, как там что-то заполнять, на 30 языках. Этот буклет должен быть на английском, и люди, которые здесь живут, должны говорить на английском. Так, окей, про буклет я понял. Это не буклет, это касается всего. Не-не, я понимаю. А не давать жить вместе, что это значит? Есть страны, по-моему, в Скандинавии, которые уже это делают. Они разбивают новые мигрантские потоки тем, что расселяют их так, чтобы они интегрировались в общество, чтобы не было так, что они живут только сами. Ну, хорошо, то есть, давай технически. Вот здесь есть там диаспора или какие-то мигранты, которые уже сюда приехали, их надо расселить. Вот как ты их расселяешь? Я не знаю, насколько это реально делать с теми, кто уже приехал, но с теми, кто сейчас приезжает, это надо делать. Ну, а как? Вот, то есть 3 сюда, в этот район Ливерпуля, 3 в этот район Ливерпуля, 3 в этот? Так это же и так уже происходит. Тех людей, которые приезжают нелегально, расселяют по разным регионам Англии. Но тех, кто приезжает нелегально, просто не должны пускать. Хорошо, те, которые приехали легально, они начали работать, каким-то образом зарабатывать какие-то небольшие деньги, и все равно естественным образом дальше сбиваются в кучку. Начинает селиться, снимать жилье, там супер-супер задешево, но вместе, поскольку вместе проще. Мы не должны это позволять. Как ты будешь, если они свои деньги платят за аренду жилья? Я не политик, поэтому как разработать правильную политику по этому вопросу, я тебе сказать не могу, но это возможно. Как это возможно? Юр, я тебе говорю, я не политик. Моя задача не разработать вот конкретную систему, как людей распределить. Подожди, ты же критикуешь. Да. Ты критикуешь, и мне казалось, что логично, особенно когда ты делаешь это с такой пассионарностью, и когда это делает человек настолько интеллектуально заряженный, мне казалось, что у тебя и предложение есть. Моя задача, как человека, который говорит об этом публично, предложить глобальную идею. А задача политиков — это посмотреть на юридическую систему, насколько это возможно, как это сделать. У этого есть социальные какие-то вопросы. Это все должны решать профессионалы. Допускаешь ли ты, что идея глобальная, которую ты предлагаешь, неосуществима? Нет, не допускаю, потому что, как я тебе сказал, есть страны, где это делается. Это раз. Во-вторых, основная проблема в Англии не в том, что это неосуществимо, а в том, что нет никакого желания об этом даже думать. Слушай, я понимаю, что сейчас в 2025 году это будет звучать как невероятное признание. Оказывается, бывает безалкогольный IPA. Я его сейчас впервые в жизни попробую. Я никогда... Твое здоровье? Твое. Мы, чтобы не развезло, решили безалкогольное. Вообще никаких отличий. Да? Да, видимо, просто не будет хмелить, не будет алкогольного этого, но очень классно. Ты знаешь, кстати, что у меня есть друзья, у меня есть знакомые, которые занимаются пивоварением, и они безалкогольное пиво сейчас будут производить. Говорят, что новое поколение, зумеры, пьют алкоголя чуть ли не в 5 раз меньше, чем... Меньше пьют, меньше сексом занимаются. Вообще, нам с тобой сложно понятные люди. Нет, я их понимаю. Ты тоже мало занимаешься Нет, сексом? я не разделяю. Кстати, при родительстве в эмиграции... Сложно, да? Я тебя сочувствую, понимаю. Да. Нет, я их понимаю, но не разделяю просто их интересы. Но ты прикинь, как может меняться, да, человечество, когда вот настолько интересы другие. Нам предстоит к этому привыкнуть. Про Брексит хотел тебя спросить. Как ты отнесся к выходу Великобритании из Евросоюза? Ты голосовал? Я голосовал. За или против? Против. Против. Почему? В первую очередь, мне казалось, что разъединенная Европа не сможет противостоять путинской России эффективно. Мне кажется, я был прав. То есть уже Брексит был в 2019-м? 16-м. 16-м? Боже мой, сколько времени прошло. А выход случился, видимо, не сразу. Или прям... Выход долго, это была большая политическая борьба. Да. Но голосование за Брексит было в 16-м. Ты уже в 16-м году понимал, что западному миру нужно будет противостоять Путину? После Крыма что было непонятно?
для многих даже в западном мире это было непонятно. Ну, думать надо, тогда будет понятно. Для тебя было это очевидно? Ну, а как могло быть иначе? Кто-то тебе скажет, что ну вот Крым отхватил, и дальше не пойдет. Устроил войну на Донбассе для того, чтобы был очаг нестабильности, вот, а дальше не... А для чего очаг нестабильности? Просто так? Ну, тут у меня нечем контраргументировать. Ну, это было... Я не хочу тут делать вид, что я какой-то суперумный, но, по-моему, это... Если просто применять логику к тому, что ты видишь, становится все понятно. И поэтому для меня то, что произошло, было абсолютно предсказуемо и неизбежно. И было очевидно, что Европа, которая закрывает атомные электростанции, как Германия закрывает, она сажает себя на эту иглу, потом, ну, понятно, почему они каски посылали. И ничего больше. Потому что поставили сами себя в эту ситуацию. И я поэтому голосовал против Брексита, хотя объективно мне не кажется, что все, что предсказывали будет плохое, случилось. Я не знаю, как бы я сейчас голосовал. Почему? Потому что мне кажется, что Брексит в первую очередь это была попытка выразить недовольство другими вещами абсолютно. И это вещи, о которых надо думать и что-то делать. Хотя Брексит это не решение этих проблем. Примерно так. Как жизнь изменилась из-за Брексита? Да никак, в общем, на самом деле. Дело в том, что те люди, которые голосовали против Брексита, они хотят сделать вид, что все плохое, что происходит, это из-за Брексита. Те, которые за, хотят сделать вид, что все хорошее, что происходит, это из-за Брексита. На самом деле, мне не кажется, что сильно очень изменилось, и это в первую очередь потому, что Брексит на самом деле таким, каким его видели те, кто за него голосовал, не произошел совсем. То есть его очень размыли, ослабили, и на самом деле той свободы от Евросоюза и его правил мы не получили как страна. Почему? Вы же не являетесь ее частью. Мы не являемся его частью, но мы, тем не менее, продолжаем следовать его определенным законам, ограничениям, решениям Европейского суда, ну и так далее. Видео разлетелось тогда после Брексита, когда рыбак из каких-то, не знаю, ты видел или нет, рыбак из какой-то деревушки на море буквально плачет, он голосовал за Брексит, вот, и плачет из-за того, что раньше я французам мог продавать рыбу напрямую, а сейчас там все мое ремесло фактически либо осложнено, либо уничтожено. Это частный случай. То есть такого количества людей, которые изменили свою позицию, их немного. Есть люди, которые меняют свою позицию, в первую очередь потому, что в стране все стало хуже с тех пор, и люди думают, что если что-то произошло после чего-то, это произошло из-за этого. Это далеко не так всегда. В реальности экономика Британии страдает так же, как страдает экономика и других европейских стран. Не уверен, что это связано с Брекситом. Очень многие показатели говорят о том, что на самом деле Англия страдает чуть меньше, чем Европа. И не уверен, что это сильно с Брекситом. Но контент такого типа был очень популярный. Типа, посмотрите на этих тупых людей. Они проголосовали против собственных интересов, потому что они там такие-сякие. Я понимаю, что есть такие индивидуальные случаи, но это не такой, не глобальный феномен. А как ты к таким видео относишься, когда они появляются? Когда частностью иллюстрируют какую-то общую проблему? Ну, это манипуляция. Это манипуляция сознанием. Ловил ты себя когда-нибудь на том, что ты занимаешься манипуляцией? Постфактум. Манипуляции? Да. Типа я специально что-то не так показал? Не, когда ты тоже иллюстрировал какой-то частностью какую-то общую проблему. Но мы всегда иллюстрируем общую проблему какой-то частностью. Вопрос в том, насколько соответствует твой пример масштабности проблемы, на которую ты указываешь. Мне кажется, что людей, которые сами себе отрезали что-то, проголосовав за Брексит, не так много, как людям приятно об этом говорить. Вот это то, что я... Ну, а что касается нас или меня, ну, я стараюсь этого не делать. Я уверен, что кто-то, очень постаравшись, может где-то найти, где-то я что-то там чуть-чуть преувеличил, но я стараюсь специально, намеренно этого не делать. Сталкивался ли ты когда-нибудь с мнением, что когда ты стал заметнее, когда твоя критика того, что происходит в западном мире и в Великобритании конкретно, стала более заметна, сталкивался ты с мнением, что «А что ты вообще выступаешь? Ты не отсюда. Ты приезжий». Вот по такому принципу. Очень-очень-очень мало. Очень мало, очень редко. Обычно это идет вот с самых маргинальных каких-то там абсолютно супер российских меньшинств. Вот таких вот.
Большинство людей считают меня британцем и уважают мое право высказывать мое мнение, и благодарны за то, что я это называю, как бы, есть такая идея белой привилегии белых, я не знаю, как это по-русски, white privilege, да? Я говорю, что у меня есть immigrant privilege, потому что есть какие-то вещи, о которых я могу открыто говорить, которых, как бы, родившегося здесь местного бы загнобили бы сразу. А объясни. Ну, мы с тобой это уже обсуждали, там, на тему дискриминации против белых, там, и так далее. То есть местный, ему про это как минимум некомфортно говорить, Да. его за это могут отменить, а тебе как бы норм. Да. И ты пользуешься таким образом привилегией. И люди мне за это благодарны. Что вот хоть кто-то об этом говорит, кому как бы можно, а нам нельзя. Вот так. А как ты думаешь, если бы ты был местным, который здесь родился, и который был бы британцем, ты бы не говорил тогда? Я думаю, что я бы все равно говорил. У меня генетика, к сожалению, такая, диссидентская. Ну, у меня дедушка был советский диссидент, как минимум, ну и так далее. И мне сложно молчать, когда происходят какие-то вещи, с которыми я не согласен. Поэтому меня бы просто, скорее всего, не было бы той публичной деятельности, которая у меня стала, а меня бы загнобили бы сразу, скорее всего. То есть это реально привилегия, ты считаешь? Однозначно. И я ей абсолютно не стесняясь пользуюсь. Более того, я считаю, что это моя обязанность ей пользоваться, чтобы об этом сказать. Возможность накладывает ответственность. Да, конечно. Ты часто говоришь про цензуру в соцсетях Великобритании и за то, что в Великобритании наказывают за слова. За какие слова могут наказывать в Великобритании? В основном это слова, связанные с какой-то там нетолерантностью. Пример, который я всегда приводил, он интересный. Эту девочку потом оправдали по апелляции. Поправляй. Пример, то, что девушка, у нее парень разбился в автокатастрофе, она написала, процитировала кого-то из какого-то рэпера, который он любил. Да, и там был, как ты говоришь, N-word, и ее за это привлекли к ответственности. Да. Так. Потом, в конце концов, ее оправдали, но это было сильно потом. Есть люди, которые что-то сказали в сердцах, связанное с этими беспорядками. Это происходит очень много. Людей все время арестовывают за то, что они говорят про трансгендерную тему, что-то, что там якобы нельзя говорить. Ну, это много происходит. Но ты привел только один пример, который при этом отменил. Юр, ну что ты придираешься? Посмотри сам, пожалуйста, если тебе это интересно. Есть очень много примеров этого. Константин, это твоя профильная тема. Так. Мне казалось, что ты прям посвящаешь, значительная часть твоей карьеры посвящена в том числе тому, что в соцсетях в Великобритании жесткая цензура, и люди вместо того, чтобы там расследовать в полиции какие-то преступления, там мелкие кражи, люди ищут тех, кого схватить и обвинить за соцсетями. Смотри, одна из вещей, про которую мы говорим долгие годы и до войны, в то, что политика Владимира Путина когда-то была очень неприемлемая, а сейчас чудовищная. И меня когда спрашивают, почему, я говорю, да примеров полно. Вот, например, политзаключенные. И я тебе этих политзаключенных готов перечислять, если не до позднего вечера, перечислить конкретный то пример? долго. Пожалуйста. Вот, и я поэтому говорю, конкретный пример. Ой, пожалуйста, извини, я подумал, ты слишком общо ответил. Да? Да. Хорошо, пожалуйста. Мы брали интервью у бывшего полицейского, которого арестовали за то, что он ретвитнул какой-то стишок на тему трансгендерной идеологии, в котором говорилось о том, что человек, который сказал, что он другого пола, на самом деле не другого пола. Недавно совсем Верховный суд Великобритании сказал, что это действительно так. Ты не можешь изменить свой пол. Но до этого этого человека арестовали. У нас была журналистка. Арестовали, сколько он был? Я для уточнения, не для того, чтобы это как-то оправдать. Это было много лет назад, я подробности этого дела не помню, но его арестовали. Он сидел в тюрьме или он просто пришел в участок и его отпустили? Его не осудили за это, но его арестовали. Ну, окей, так. Ему сказали, что по телефону, когда он спросил, а что вы ко мне придираетесь, в чем дело? Он сказал, что ему сказали, что нам надо проверить, правильно ли вы думаете на эту тему. We need to check your thinking. У нас была журналистка, и этого человека зовут Прости, Харри. пожалуйста, я сомневаюсь в все наше интервью, но моя работа сомневаться. Сомневайся на здоровье. Да, мы должны, вот эта цитата, которую ты привел, она, есть доказательства? То есть это в его пересказе? Это в его пересказе. Окей, да. Ну, это никто не оспаривает, в том числе полиция. Никто никогда не сказал, мы такого не говорили. Окей, так. Мы брали интервью журналистки газеты «Телеграф». Это одна из самых
популярных газет Великобритании, Алисон Пирсон. У нас есть целое интервью. К ней пришла полиция и сказала, что она там в Твиттере что-то не то сказала. Есть люди, Что не то? Я не помню, потому что она это почти моментально удалила, но, опять же, это не был призыв к насилию, это было какое-то ее выражение какого-то мнения. Я подробностей этого не помню. Есть женщина, которая сидит в тюрьме за то, что она во время беспорядков в сердцах что-то сказала, что там типа всех этих мигрантов надо отсюда убрать или что-то в этом духе. Ее арестовали, она сейчас сидит в тюрьме. И так далее, и тому подобное. В соцсетях завершился отрывок твоего интервью с Джоном Андерсоном. In Russia last year, 400 people were arrested for things that they said on social media. 400 people in Russia. Obviously, this country is very different. How many people do you think were arrested in Britain for things they said on social media last year? Go on. Take a guess. I have no idea. 3,300. Really? Завершилось это год или два назад, а видео 2016 года. 18. 18, да. Но ты говоришь про 2016 год. Да, Там? да. И ты говоришь, что в России в прошлом году за слова, имея в виду 2016 год, Да. за слова в соцсетях арестовали 400 человек. А потом говорите собеседнику, что в Великобритании 3300. Видел ли ты факт-чек материал, который сайт «Проверено медиа» сделал по мотивам этого ролика? Нет, не видел. «Проверено медиа», для тех, кто не знает, это делают наши коллеги, которые заслуживают максимального доверия, такие въедливые, в хорошем смысле душные чуваки, которые вот проверяют, насколько это возможно беспристрастно. Значит, что они говорят? Во-первых, 330 человек про то, что в Великобритании в 2016 году 3300. арестовали 3300 человек, есть только в одном источнике. И там речь не про аресты, а про задержанных и допрошенных. Это во-первых. Во-вторых, максимальное наказание за такое — штраф до 5000 фунтов или заключение до полугода. Так. Третье. Статистика, вот эти 3300. А где факт-чек? Это же то, что я сказал. Задержание и допрос — это у нас то же самое, что и арест. Тебя арестовали, отвезли на полицейский участок и допросили. Ну, окей. В русском переводе это выглядит как арест, а не... А в чем... Ну, может, ты в этом есть разница. В чем она? Третье. Ну, арест — это когда тебя берут под стражу. А когда тебя приглашают в участок для того, чтобы ты дал объяснение, это не арест. Ну, в русском языке это вот так. Okay. Это разная сила у Между слова. Задержанием и арестом есть разница. Ну, арест — ты под стражу уходишь. Задержание тебя могут задержать на... Если ты откажешься прийти в полицию, они тебя арестуют. В чем разница? То есть если я подошел к тебе на улице, достал пистолет и сказал: дай мне бумажник, Так. ты мне его дал, да, это сильно отличается от того, чтобы я сказал: у меня в кармане пистолет, я его достану, если ты не дашь мне бумажник. Это же одно и то же. Человека отвезли в полицейский участок и заставили там отвечать на вопросы. И отпустили. Так, Это арест. да. Ну, окей, хорошо. В моем понимании это не арест. Вот. Это задержание. Окей. Арест — это когда тебя на ночь оставляет, еще То есть что-то. это нормально, что 3000 человек... Подожди секунду. Отвезли. Подожди. Можно я все дочитаю? Давай. И ты скажешь. Вот. Статистика основана также на числе допросов, а не арестов. А допросов теоретически может быть несколько. То есть здесь уже статистика может... Я сейчас привожу как бы проверенные медиа. Давай как бы ссылаться на них. Далее. Главное. 400 арестов в России — это уголовные дела, по которым люди в 2016 году получали большие тюремные сроки, а не 500 тысяч фунтов штрафа или полгода ареста. А если сравнивать статистику 2016 года в России, то административок, то есть примерно то, что ты имеешь в виду в английском варианте этого слова. Полгода заключения — это административка? Нет, ты намешал в кучу 3300 и аресты, и тюрьма, и штрафы, и аресты, и допросы, и задержания. То есть все, все в кучу. Вот. А в России ты взял только уголовные дела. То есть когда Если люди... верить этому факту. Реально, если верить проверенным медиа. Да-да-да, я ссылаюсь на них, чтобы просто передаю экспертизу мощным чувакам, которые точно лучше меня знают. Это только уголовные дела. А вот если как бы действовать тоже по принципу, скажем, общего котла, когда людей наказывают не только уголовными делами, то в 2016 году административок в России за слова в соцсетях было 2119, по другой статье 1925. Итого 4400.
То есть совсем другая цифра. Подожди, я не понял. Либо 2000, либо сколько? Вместе плюсуется. Это разные статьи. У Так, нас много криминала раз. сколько было? Что мы считаем криминал? Уголовные дела, Да, по которым да. люди получали тюремные Да, сроки. сколько? 400. 400 плюс 1900? Административка 2119 Ага. и еще 1925. И если все это вместе А что сплюсовать... 1925? В России по разным статьям можно получить административную статью. А, по Есть разным? статьи, Мгм. да, по-разному. Они Хорошо. как бы Допустим. суть та Окей. же, но как Окей. бы это разные статьи. Мгм. Если укорачивать всю эту статистику, которая появляется вот сейчас на экране, чтобы люди не запутались, а могли просто нажать паузы на экран и посмотреть, чтобы у них не вскипел мозг, то если руководство сравнивать с тем, что ты приводишь в пример в Великобритании, 3300, если даже делая огромные поправки, что разница в наказаниях просто колоссальная, не в пользу России, в России они гораздо более жестокие, то цифра в России должна быть другая. Минимум в 10 раз больше. И мой вопрос. Можно ли считать манипуляцией такой подсчет? Нет, потому что если я действительно ошибся, я совершенно не знаю, ошибся я или нет. Да? Это надо проверить. Ты мне эту информацию высказываешь из какого-то источника. Я с ним не Которому я очень доверяю. Давай. Это твое право Да. ему доверять. У меня нет никаких оснований ему доверять, потому что я про ничего не знаю. И манипуляция — это когда ты намеренно что-то делаешь. А когда ты недостаточный факт-чек провел, это Не манипуляция? манипуляция, это ошибка. Мы все совершаем ошибки, если это ошибка. Это во-первых. Во-вторых, если у тебя было ощущение, что я пытаюсь оправдать тем самым Россию, ты не понял, ради чего я это говорил. Я говорил о том, что мы в нашей стране идем в неправильном направлении. Ты понимаешь? Я не собирался думать, что ты собираешься оправдать Россию, в первую очередь, потому что ты там прямо это говоришь. Ты говоришь, что Россия — это более авторитарная страна, Да, чем Великобритания. конечно. Нет, у меня было подозрение в том, что ты стараешься сгустить, прошу прощения за штампованный язык, краски. И ты пытаешься ситуацию в Великобритании показать страшнее, чем она есть, сравнивая недостаточно корректной цифрой с более авторитарной страной России. Нет. Вот что я хочу сказать. Не, абсолютно не так. Если это моя ошибка, то это моя ошибка. Я совершенно готов признать, если это так. Я не говорю, что это так, потому что я не знаком с этим источником. Мне это надо посмотреть. Но если это ошибка, это абсолютно честная ошибка, которую люди совершают. Все мы совершаем иногда. Но что я хотел сказать? Что тот факт, что вообще можно сравнивать Великобританию с Россией, это абсолютно неприемлемая для Великобритании ситуация. У меня нет задачи сгущать краски. У меня есть задача указать на то, что Великобритания двигается в неправильном направлении. Понимаешь? Да, я понимаю. Но просто мой вопрос, и почему я как бы докапываюсь до цифр, и кому-то это может показаться каким-то образом чисто фигня, чисто детали. Нет, ты прав, что докапываешься. Мой вопрос, что не пользуешься ли ты для этого, если не нечестными приемами, то просто нерелевантными. Что ты выдаешь желаемое за действительное, ты видишь какую-то красивую цифру и думаешь: о, на этом я могу построить свое суждение. Очень хлесткое, очень заметное. Люди ахнут, как ахнул ведущий, который напротив тебя сидел, он не мог поверить своим ушам, а потом еще это и разлетится по интернету и принесет мне большую трибуну, с которой я могу высказать свою позицию. Я понял тебя. Если, я повторюсь, наверное, это как-то ты пропускаешь чуть-чуть, я еще раз повторюсь. Если это моя ошибка, то я ее признаю и об этом скажу публично. Более того, один из моментов, который меня очень раздражает, это то, что люди используют этот клип и говорят о том, что типа, вот посмотрите, какая типа Россия белая и пушистая, и делают вид, что я сказал это после начала войны в Украине. Поэтому если я что-то неправильно сказал, то я это признаю и скажу, что я был неправ. Если окажется, что я неправильно сказал, то я признаю это, я был неправ. Это во-первых. Во-вторых, у меня нет задачи ничего сгустить. Это что-то, что я прочитал. Исходя из того, что я в тот момент об этом прочитал, мне показалось, что это правда, это правдивая информация, и я об этом сказал. В-третьих, ты обрати внимание, что мысль моя, она от этого никак не изменилась. Тот факт, что у нас сравнимые количество претензий к людям за то, что они что-то говорят, это абсолютно неприемлемая ситуация. Англия, Великобритания – это свободная страна, в которой этого не должно происходить вообще. Люди не должны преследоваться вообще за то, что они высказали какое-то неправильное мнение. Если они призывают к насилию, пожалуйста, это неправильно.
Но в остальном они должны иметь свободу слова. Если мы вообще в одном контексте с Россией, это очень неправильно. И мне не кажется, что если в России этих арестов 4000, а в Англии всего 3300, то это такая разница, которая меняет суть того, что я сказал. Но я повторюсь еще раз. Если я ошибся, то я это признаю, и я ошибся, но я проверю. Еще вопрос. Ты в своей речи высказывался про это, и, по-моему, не только в ней приводил этот пример, про то, что USAID выделил $3 миллиона рэперу из Газы, который пишет антисемитские песни. Допуская, что я... Ты давай скажи, что это введение для шутки, да? Да, введение для шутки. Ты Это дальше про Канье Уэста. юмористическое выступление частично. Ну, факты, ты же... Я цитирую это для того, чтобы пошутить Подвести насчет про Канье Уэста, Да, который написал бы совершенно все эти да, штуки бесплатно. Но ты признаешь факт, что... Ты же произносишь факт не как шутку, что USAID выделил... Ну, конечно, этому рэперу не для этого даны были деньги. Это понятно. Всем, кто слышит эту шутку. Просто, окей, я слышал этот тейк и от тебя, и не от тебя про то, что это прям приводит пример одного из безумных трат USAID, это то, что дают деньги черти кому. Если ты будешь шутки разбирать, ну, извини меня. Не-не-не, я же про Канье Уэста не разбираю шутку. Я понимаю, что введение было основано на факте. Мне виделось в этой шутке факт. Это в тот момент, опять же, напомню людям, активно обсуждавшаяся тема. И мне кажется совершенно очевидно, что, естественно, USAID не давал рэперу в Газе $3 миллиона, чтобы он производил антисемитские песни. Все, не-не, окей, тогда у меня нет к этому вопросов. Вот. Я думал, ты именно эту половину произносишь серьезно, а не как про Канье Уэста. У тебя есть текст «Почему меня беспокоит рост влияния молодых либеральных женщин». Это не мой текст. А чей это? Его написала автор Freya India. Но это на твоем сайте. Это на моем сайте, я опубликовал ее, да. Ага. Ты солидарен с тем, что там написано? Я считаю, что это важное мнение, которое она имеет право высказывать, да. Видишь, мы все совершаем ошибки в нашем research, Юра. Да. Я думал, что ты на сайте публикуешь только свое. Нет. Насколько Там ты солидарен с тем, довольно видно написано, что это не моя, что это не моя статья. Насколько ты солидарен с тем, что там написано? Это давно было написано, я не помню все, что там было сказано, поэтому если ты сейчас опять будешь придираться к какой-то цитате, я тебе не смогу на нее ответить. Что ты думаешь про феминизм? Что такое феминизм? О каком феминизме ты говоришь? Феминизм — это очень-очень комплексное понятие, есть разные его типы. Я понимаю это как женщин, которые борются за свои права. Какие права? Права делать что? Права делать, обладать теми же гражданскими правами, что и мужчины. Очень поддерживаю. Ага. Так, а что не поддерживаешь? Я не поддерживаю идеологию, которая говорит о том, что надо говорить, что мужчины плохие, а женщины хорошие. Ага. Я не поддерживаю ту ветвь феминизма, которая говорит, что trans women are women. Более того, есть очень многие феминистки, которые не поддерживают эту ветвь феминизма. Есть ветвь феминизма, которая говорит, что семья и дети угнетают женщин. Ага. Я не поддерживаю эту ветвь феминизма. Это очень сложное понятие и движение, в котором очень много разных подгрупп. Поэтому я очень поддерживаю право женщин бороться за то, чтобы против них не было дискриминации, как я поддерживаю право любых групп бороться за то, чтобы против них не было дискриминации. Что ты думаешь про аборты? В смысле? Они должны быть запрещены или разрешены? Я об этом публично не говорю. У меня есть мое личное мнение, это не мне говорить женщинам, делать им аборты или нет. Ты много раз был на подкасте у Джо Рогана. Какое у тебя впечатление о нем? Расскажи. И ты называл его в каких-то своих интервью «my friend». Это дежурное обозначение или вы действительно друзья? Мы общаемся. Я не знаю, мы с тобой друзья? Нет, пока. Мы знакомы. Я сейчас не очень холодную такую стену построил, нет? Супер. Дело в том, что в английском нет, в общем-то, такой разницы. Да? То есть сказать, что кто-то мой знакомый, такой... Есть фраза acquaintance, но это не используется. Поэтому друг... Джо Роган мой знакомый. Я не могу сказать, что мы с ним близкие друзья, но мы общаемся, там переписываемся, обсуждаем, шутим на какие-то темы. Что ты думаешь о нем? Как он тебе? Он сложный человек. Сложный не в смысле плохой, а в смысле комплексный, да? Он всегда к нам был, ко мне, Франсису, моему коллеге, он всегда был очень дружелюбен, доброжелателен, помогал нам во многом, нас регулярно приглашает.
А сложное что ты имеешь в виду? У него много разных сторон. Он очень любит какие-то теории заговоров, что мне менее импонирует. У него разный, он разносторонний человек. А как помогал? Ну, я не хочу вдаваться в личные подробности, но много помогал. Подкаст очень распространенный жанр на Ютубе. Два важных вопроса. Ты отличаешь подкасты и интервью? Для многих не очевидна разница. Есть подкасты, которые делают интервью, есть подкасты, которые делают, типа, беседу. Это разные вещи. А объясни разницу. Ну, беседа — это мы с тобой, типа, мы друзья, мы знакомые. Знакомые, Не как надо. мы с тобой. Дистанцию правильно надо держать. Личную гигиену. Мы, типа, знакомые или, типа, дружбаны собрались и там под пиво или под травку или по что-нибудь, типа, трендим на интересный нам с тобой двум. Типа friendly talk такой. Да. Ага. Интервью — это когда пришел человек, и ему задают вопросы. Это разные вещи. Вот Джо проводит беседы, мы проводим интервью Мы, в смысле, на тригонометрии. на тригонометрии. Назови топ-3 человека, которые в похожем жанре работают с вами в мире, который тебе интересно. Назовем это подкаст в широком смысле этого слова. Стивен Разговор. Бартлетт. Так. Стивен Бартлетт, у него канал Diary of a CEO. Ты знаешь? Это британский. Да, я у Да. него был один раз, мне вот... Это самый большой подкастер, как я понимаю, сейчас в Великобритании. Да. И он переехал недавно в в Калифорнию. Лос-Анджелес, да. Вот из всех, кто у меня брал интервью на английском языке, он лучше всех. А объясни, чем он крут. Он реально хочет тебя понять, задает вопросы, чтобы это сделать. Если он с чем-то согласен, он согласен. Если не согласен, он скажет. Но он всегда это делает очень деликатно, и у тебя ощущение, что тебя очень поняли и услышали. Так, кто еще? Я очень люблю беседовать с моим другом, действительно другом, это Крис Уильямсон. У него канал Modern Wisdom. Это второй. Ну и Джо, наверное, третий. Почему? Я не хочу никого обидеть. Джо всегда приглашает нас с Франсисом, поэтому я это не воспринимаю как интервью. Лично я предпочитаю интервью, а не, типа, побеседовали. Как ты относишься к Илону Маску? Сложно. Расскажи. Он великий человек с большими изъянами, как почти все великие люди, я бы так сказал. Он великий человек в том смысле, что он действительно, он один из редких людей в истории, который делает что-то крайне неординарное, думает о каких-то вещах, о которых большинство людей не думают. Там, колонизация Марса там, и так далее. Он молодец, что купил Твиттер и снял режим цензуры в нем. Но и также есть много каких-то перегибов, недостатков, это нормально. Какие изъяны? Мне кажется, что многое из того, что он обещал сделать в Твиттере, он еще не сделал. Я надеюсь, что слово «еще» уместно, и что он будет это делать. Это во-первых. Во-вторых, он человек, который, хотя, наверное, как я, в общем, многоэмоциональный довольно, поэтому он довольно часто эмоционально реагирует, а не проводит какую-то последовательную спокойную политику во многих делах. И на этих эмоциях иногда бывают перегибы, как мне кажется. А что такое перегибы? Перегиб, например, мне кажется, что человек, который владеет одной из самых крупных платформ в мире, ему лучше было бы выступать в нейтральной роли, а не быть самым активным участником дискуссии. Активистом иногда. Да. Ага. Почему? Потому что судья должен быть, платформа, она по определению в некотором смысле выступает в роли судьи, арбитра в футбольном матче. Если на твоей платформе играют две команды, если судья слишком вмешивается в этот процесс, это всегда вредит диалогу, вредит игре. Как ты расцениваешь жест, который он сделал на инаугурации Трампа? Нехорошо. И в лучшем случае это было крайне неразумный троллинг. В лучшем случае. Ты там просто споры, это зига или это не зига? Мне кажется, что это вряд ли зига, но сильно вряд ли. Но это не значит, что я считаю, что такие вещи надо делать. Я не считаю, что... А если это не зига, то почему? Я тебе говорю, по-моему, это, скорее всего, какой-то такой вариант троллинга. Типа, а что я могу сделать, чтобы все тут... Я, в шутку это сделаю, а все это воспримут всерьез, и начнется, срач. Про Маска еще один вопрос. Есть те, кто считает, что он, скажем так, переугорает, что он уже в той стадии, после избрания Маска или до избрания Маска... Трампа. Маска не избирали.
Пафред и не изберут, видишь, к сожалению или к счастью. Вот. Но оговорка забавная. Есть люди, которые считают, что он вот в период предвыборной кампании и после он уже начинает перебарщивать и лезть в то, в чем он не разбирается. Как ты к этому относишься? Что ты имеешь в виду, в чем он не разбирается? Ну, что степень его участия в государственных делах, причем не только своей страны, она уже как бы настолько активная, что он может вторгаться в те места, где у него просто недостаточно экспертизы. Он не может понимать, что происходит там в Германии, для того, чтобы там призывать, за кого голосовать в Германии. В Англии, ну и то же самое, вот в таком. Ну, ты знаешь, это причина, по которой я про Америку немного говорю, и говорю только, когда я там бываю, да, то есть я стараюсь туда много ездить. Мне кажется, что это, если ты хочешь о чем-то говорить, важно это видеть своими глазами, иметь какой-то опыт. Это правило, которого я придерживаюсь. Как должны себя вести другие люди? Ну, я стараюсь уважать их право делать, как они хотят и считают нужным. Я предпочитаю так не делать. Вот то, что я могу тебе сказать. У тебя, если я ничего не путаю, в книге есть 10 способов уничтожить Запад. Угу. Ты там это публиковал? Да. И там пункт 4 — получать свои политвзгляды от селебрити. Угу. Давай чертим, кто считается селебрити, а кто не считается селебрити. Это очень плавное, перетекающее в разные вещи понятие. Я понимаю, я селебрити, это то, что ты хочешь сказать. Должны люди получать мнение от меня? Нет. А что ты хотел? Я хотел спросить на конкретных примерах. Илон Маск селебрити? Нет. Почему? Потому что он бизнесмен, и в данной ситуации в том числе политический деятель. Джоан Роулинг селебрити? Джоан Роулинг, ну, наверное, да. Почему? Ну, я тебе говорю, я не могу тебе дать четкое определение. Если ты меня спросил, я тебе инстинктивно ответил. Так, ну подожди. Определение, что такое селебрити, я не уверен, что я могу тебе дать сейчас. Ну ты же в инструкции говоришь, что не доверяйте политвзгляды селебрити. Я пришел к автору инструкции за разъяснениями. Ну, в чем я не прав, Костя, скажи. Ну, мне кажется, мне интересно это, мне действительно, нет, я сам, нет. мне самому интересно помыслить. Я уже в третий раз использую слово «придираешься». Это то, что ты сейчас делаешь, на мой взгляд. Почему? Ну почему? Если ты дал эту инструкцию, мне интересно помыслить. Ты объяснил, что Илон Маск, это он создал бизнес и политик. Джоан Роулинг нет. Я спрашиваю, почему? И ты говоришь, не знаю. Хотя, как мне кажется, человек, который в инструкции пишет, что не надо доверять селебрити, он, насколько возможно, должен хотя бы объяснить, кто является селебрити, а кто нет. То есть, в чем здесь придирка? То есть мы не можем договориться о том, что, в общем-то, мы все более-менее, каждый примерно понимаем, что такое селебрити. Нет. Не можем. Потому что даже я не понимаю, я считаю, в чем разница. Я примерно понимаю, в чем разница между Илоном Маском и Джоан Роулинг, но четко не могу ее объяснить. Я тоже. Но я и инструкции не даю. Окей. Ты считаешь нормальным давать инструкции, но когда приходит за конкретикой, сливаться? Юр, я написал книгу, а не инструкцию. Давай не будем путать эти вещи. Но там же высказанная мысль. Ты считаешь... И она, кажется, не до конца... Там есть определение, типа человека, и я прочитал эту мысль и пришел за конкретикой. Здесь вообще нет какого-то желания тебя подколоть или что-то еще. Я не чувствую, что ты пытаешься меня подколоть. Я чувствую, что ты придираешься. Твоя жена из Украины. Как и где вы познакомились? Мы с ней познакомились в 2001 году. Тебе было 19 лет. Мне было... 18 лет. Мне только что исполнилось, наверное, то ли 18, то ли 19. Да. Вот так. В интернете. Абсолютно случайно. Это до соцсетей, до скайпов, до там всего. Абсолютно случайно. Диван.ру? ICQ. Ну вот я сидел и ждал рейса ночного в Лондон, чтобы вернуться в школу. Из Москвы? Из Еревана. Угу. А она сидела ночью, там писала какой-то там реферат или что-то. Вот. Ну а у меня было там типа 3 часа, самолет в 4 утра, ложиться было бессмысленно, я типа хотел с кем-то просто там пообщаться. И у меня стояла ICQ, и я стал искать, ну и там все девушки были такие, я там люблю дискотеки, там то-то, дискотека, а тут это там философия, политика, там еще что-то. Я такого, давай с ней поговорим. Мы с ней час спорили на разные темы. Потом я приехал в Лондон, написал ей имейл, она ответила, и вот так мы как бы... Через неделю мы знали, что мы поженимся. Через неделю? Ну, 2-3, ну, быстро. Ага. Быстро.
Фотографии, если ты помнишь, тогда надо было, чтобы послать фотографию, надо было ее сделать, отнести в фотоателье, распечатать, отсканировать и послать по email. Вот так мы обменялись первыми фотографиями. Да. А мыльниц не было еще? Эм, Которую можно было проводом подсоединить, скачать на компьютер Нет. и в e-mail приклад. Нет, ну, у нас не было. Может, они у кого-то были, у меня не было такой возможности. И вы вместе 23 года. Мы женились в 2003 году, то есть через 2 года после того, как познакомились. Остается ли у нее родня в Украине? Да. У меня тоже есть много родственников в Украине. Твоя поддержка и проукраинская позиция вызвана тем, что у тебя жена из Украины или не только? Ну, мне, наверное, сложно сказать, что это никак не влияет, но я бы сказал, что это вызвано тем, что я в этой стране много бываю и вижу, что там в Украине? В Украине, да. Вижу, что там происходило много лет, вижу, что очень многое из того, что говорится о ней, неправда, и поэтому... Что ты имеешь в виду, что неправда? Ну, я каждый раз, когда летал в Киев, когда это можно было делать, я сажусь в самолет, захожу, это я и 200 хасидов, евреев. Поэтому, когда мне говорят, что это страна, в которой у власти нацисты, у меня это, мне сложно это совместить. Они в Умань ехали, видимо, да? Да. И каждый раз это так. Вот. Ну, и я как бы человек, который очень чуть-чуть, но тем не менее еврейского происхождения тоже, как бы, ну, это все смешно. Что еще говорят неправда? Есть такая идея, что типа она на Западе особенно продвигается. Мы знаем, откуда какие источники в этой идее, тем не менее, что, ну, типа, у Украины есть русскоязычное население, а если оно русскоязычное, значит, она за Россию, да? Так. Но это полная хрень. Почти вся моя семья русскоязычные украинцы, которые абсолютно проукраинская, как бы, группа людей. Не, но это не отменяет того, что на Востоке есть часть населения, которая, или есть часть населения, которая Ну, конечно, она даже есть. Путину рада. Кто с этим спорит? Но говорить, что если человек говорит по-русски, это значит, что он занимает пророссийскую Всё. позицию, а это многие люди на Западе говорят, это полная хрень. Согласись? 100%. Вот. И так далее. Это мы можем дальше продолжать. Что ты думаешь про Дональда Трампа? Очень много чего. Это тоже очень сложный человек. Во многом я согласен с тем, что он делает, во многом я не согласен с тем, что он делает. А давай по пунктам. С чем согласен, с чем нет? Я согласен с тем, что он закрыл границу. Я согласен с тем, что он абсолютно... От нелегальных мигрантов. Да, я согласен с тем, что он абсолютно безжалостно уничтожает идеологию вот этой EDI или DEI, как ее назвать. Идеологию diversity, inclusion, equity, diversity and inclusion. Это ужасная вещь, ее, конечно, надо просто убирать из общества любыми силами, на мой взгляд. Вот это 2 пункта, по которым я с ним очень согласен, особенно в таких вещах, как в американской военной промышленности, в вооруженных силах и так далее. Эти 2 темы, как минимум, это темы, по которым я с ним абсолютно согласен. Он очень хорошо понимает угрозу исламского терроризма, исламистского терроризма, и активно с этим борется, абсолютно не стесняясь задеть как бы людей, которые там... Он не стесняется ни политкорректности своей позиции, и вообще не боится сказать что-то, что он считает правдой, вне зависимости от того, кого это заденет или обидит. Мне кажется, я не уверен, что все должны быть такие, как он в этом смысле, но это необходимое влияние в обществе, его участие. Я не согласен с тем, что он депортирует людей без due process, это называется по-английски. Подскажи, может быть, как это по-русски сказано. Правда, в русскоязычной сфере эта концепция сложная. Due process — это когда, грубо говоря, с тобой не могут что-то делать, если ты все свои юридические права в суде не исчерпал. Единичные случаи, но, на мой взгляд, когда речь идет о жизни человека, даже единичные случаи неприемлемы. Так. Вот, я в этом с ним не согласен. Что касается тарифной политики, я не знаю, что я на эту тему думаю. Это либо гениальная стратегия переговоров, либо это приведет к полной жопе, и мы посмотрим, чем это закончится. Я не считаю, что я достаточно эксперт в этом, чтобы судить сейчас. Придурок, которого он назначил вести переговоры по Украине, ну это просто вообще полный ноль. Тот, который летает к Путину. Да, ну это вообще... Как бы, если его послушать, что он на эту тему говорит, но это человек, который вообще ничего не понимает. А почему ты его придурком считаешь? Потому что он ничего не знает о том вопросе, которым он занимается. Как его еще назвать? Так. Человек, который отвечает за переговоры. Ты же понимаешь, кто с российской стороны ведет с ним переговоры. Это люди, которые 30 лет занимались этой проблемой. Да? И вместо них вот этот вот... Новичок. Да.
скажем Человек деликатно. без экспертизы, да. Скажем так. Может быть, он очень умный. Я возьму назад это. Я на эмоциях сказал, ну хорошо, он не придурок. Он мало об этом знающий человек. А в целом позиция Трампа по тому, как он пытается остановить эту войну, если пытается? Я думаю, что ему... Ну, я не очень с ним согласен, скажем так. Я не очень с ним согласен. Мне кажется, что его политика, она абсолютно не учитывает интересы Украины. Он хочет как можно быстро любым способом этот вопрос закрыть, чтобы заниматься более интересными ему делами. То есть Китаем. Как ты отнесешься, если сейчас Трамп останавливает войну каким-то образом, и с России Путина снимает все санкции? Как ты к этому отнесешься? Меня санкции интересуют гораздо меньше, чем другие вопросы, связанные с этим конфликтом. Санкции это как бы меня не очень волнует. Если правильный мир включит в себя снятие санкций, и это гораздо более приемлемо, чем то, что я думаю произойдет. А именно Украину оставит уязвимой к повторному вторжению. А что такое правильный мир? Правильный мир — это мир, собственно, ну, это мое мнение субъективно, но за что боролись и умирали, и продолжают умирать украинцы? За то, чтобы обеспечить независимость своей страны в будущем. Это значит, что правильный мир — это ситуация, ну, как минимум, типа корейской, когда физически предотвращается возможность будущих вторжений. Типа гарантии безопасности? Нет. Гарантии безопасности — это то, что было раньше. Гарантии безопасности — это бла-бла-бла-бла-бла, мы вам обещаем, что мы вас поддержим. Нет, это должна быть физическая преграда, как в Корее. Давай расшифруем, какая физическая Это преграда в Корее. ДМЗ, Demilitarized Zone, в которой там какие-то там третья сторона обеспечивает физическую безопасность. Ну то есть иностранные войска /миротворцы на Да. территории Украины. Да. Понятно, что для России это очень неприемлемо. Но украинцы именно, на мой взгляд, за это боролись. Иначе зачем было сопротивляться? Ты говорил, что факт в том, что общество, которое не имеет достаточного количества детей для замены своего населения, обречено столкнуться как с упадком, так и с неконтролируемой массовой иммиграцией, которую мы наблюдаем в западном мире. Что с этим делать? Рожать больше детей. Что для этого делать? Тебе анатомию объяснить? Нет, я же в общественном смысле имею в виду. Что делать, чтобы люди рожали больше детей? Это сложно, я не знаю ответа на этот вопрос. Это как бы не моя специализация. Есть разные точки зрения на эту тему. Я не принял решение, которое из них кажется мне правильной. Я думаю, что в первую очередь то, что происходит, это результат того, что люди массово переезжают в города. И что с этим делать, мне очень сложно понять. Как и сложно понять практически всем правительствам в мире. В Венгрии дают, например, определенные налоговые поблажки, а также они сделали так, что людям легче рожать детей финансово, и тем самым, не запрещая аборты, вот так полностью, уменьшили количество абортов и остановили падение рождаемости. Но если бы у меня был ответ о том, как это сделать, то мы бы с тобой не сидели здесь и не обсуждали это. Я был в совсем другом месте. Как ты свою личную борьбу с этим упадком оцениваешь? Плохо. Как ты будешь относиться к тому, что люди могут прийти в комментариях и скажут, что классно про это говорить, констатировать эту проблему, но при этом быть одним из тех, кто тоже это плохо делает? Они имеют на это право, я поддерживаю их право так говорить. Ты часто гоняешь в Америку. Можешь объяснить разницу или основные различия между Америкой и Великобританией? Ну, нам надо несколько часов на это. А если попробовать по пунктам? В режиме чат GPT расскажи покороче. Чат GPT тоже долго будет рассказывать. Об этом можно долго, это интересная тема. В первую очередь надо понимать, что Америка — это страна, куда убежали разные религиозные маргиналы из Европы, в том числе из Великобритании. У нас, кстати, на тригонометрии будет скоро очень интересная дискуссия на эту тему с человеком, который действительно в этом эксперт, в отличие от меня, который объясняет, что в Америке есть 4 субкультуры, все из них происходят из разных частей Англии, у которых были разные религиозные забубоны, из-за которых они уехали. Это произошло в период гражданской войны в Англии. Но если говорить очень обобщенно, американцы гораздо более верующие люди. Американцы гораздо более экстремальные люди во всех аспектах. В плане их убеждений, манер поведения. Склонны быть радикальным. Да, да. У них потрясающее
мотивация на успех. Я это очень люблю в Америке. То есть в Америку ты приезжаешь, и все хотят, типа, Преуспеть. и сотрудничать. Они понимают, что для того, чтобы преуспеть, надо взаимодействовать позитивно с другими людьми, дружить, понимать, что мы не конкуренция друг другу, а мы на самом деле можем сотрудничать и вместе что-то создавать, понимаешь? Типа, если мой канал успешен, это не за счет твоего канала, а наоборот, мы можем вместе быть в два раза успешнее. Какие еще разницы? Американцы обожают теории заговора вообще гораздо больше, чем любые люди, которых я знаю. Может быть, кстати, россияне тоже немало. И мне кажется, моя теория на эту тему в том, что как бы американская мечта — это типа, что все можно, да? Все возможно. Ну и, соответственно, у этого есть обратная сторона. Раз возможно все позитивное, то возможно и самые страшные вещи. Да. Наверное, это вот так. Вот если коротко, то так. Есть ли хоть одна теория заговора, которая была близка к тебе? Ну, когда ты, вот, например, о чем-то думал, у тебя было про что-то мнение, а потом ты понимал, это я, конечно... Насчет 11 сентября есть, на мой взгляд, я нормального объяснения, почему упало третье здание, еще не слышал. Ты не слышал об этом? Третье? Ну, упало 3 здания, 3 небоскреба упало 11 сентября. Так. Третье какой? Там же Внимание, открывается тема теории заговора для Юры. Ну, почитай об этом. Так, я, может, чуть не в контексте. 2 самолета врезалось в 2 небоскреба. Да. Они упали. Стоп, давай смотрим. Всего небоскребов было 2. World Trade Center. Нет, вообще-то их было гораздо больше. И больше, да. Самые крупные их было 2. 2, так. Twin Towers, да? Так. В оба из них врезались самолеты. Да. Оба упали. Оба упали. А также упало здание номер 7, в которое никто никуда не врезался. И якобы причина, по которой это здание упало, потому что там начался пожар на каком-то этаже, и типа оно упало. Так. Я не говорю, что нет логичных, правильных объяснений, почему оно упало, но я их не видел. А какая версия неофициальная? Почему оно могло упасть? Ну, Сами американцы взорвали его? я не говорю, у меня нет идей. Не-не-не, сторонники этой версии. Сторонники этой версии говорят, что это здание было взорвано специально, потому что там были какие-то офисы ЦРУ, еще что-то. Я не говорю, что это так. Взорвано какой стороной? Стороной террористов или стороной Есть американцев? люди, которые по-разному говорят. В основном, конечно, американцы, да. Что американцы? Американцы сами это здание взорвали. А ты не смотрел фильм, я забыл, как он называется, какого-то итальянского кинорежиссера, по поводу того, что это сами американцы себя взорвали. Его показывали все время на Первом канале. Да? Да. Его я не видел. Но я видел другие, их много. Угу. Ну, по этой же теме. Да. Эта версия тебе не близка? Понимаешь, чем больше ты узнаешь про то, как функционирует государство, тем меньше ты веришь в теорию заговора. Тем не менее, безусловно, были в истории человечества реальные заговоры, которые мы бы обычно назвали конспирологией. Но вообще-то, когда ты видишь, как работает изнутри государства, сложно в это верить. А почему? Сложно организовать что-то такое сложное и секретное, чтобы об этом никто не узнал, никто нигде не сказал, чтобы это все было так идеально сделано и так далее. То есть... будет утечка. В том числе. А также это вообще очень сложно организовать. Потому что бюрократизировано государство? Потому что когда ты включаешь дикое количество людей в какой-то процесс... А если это авторитарное государство, например, где управляется все реально буквально Это проще. Но в государстве, в котором гораздо больше свободных СМИ и так далее, это сложнее сделать. Поэтому я не говорю, что это невозможно, но это очень-очень сложно. Поэтому вероятность этого довольно мала, на мой взгляд. Приближаясь к концу, есть два мнения я прочитал про тебя. Есть большой текст про тебя, интервью, как я понимаю, фичер, где ты говоришь, что быть антивоук деятелем не значит быть счастливым. Не делает тебя счастливым. Не делает тебя счастливым, да. И там авторский текст. Если я ничего не путаю, авторский текст, если мой ресерч не подвел. Безумства левых были его целью с тех пор, как началась тригонометрия. Но, как и все сатирики, Кисин в затруднительном положении. Он хотел бы реформировать пробуждение, как предполагала его речь в Оксфорде. Пробуждение woke имеется в виду, woke-культуру. Но если бы woke-культуры не существовало, Кисину было бы почти не о чем говорить. Он бы застрял там, где был ведущий ток-шоу в США Джон Стюарт, когда закончилась эра Буша и началась эра Обамы. Нигде. Не было бы ни подкаста, ни выступлений в Question Time, ни аудитории.
На вопрос, закончилась ли вок-культура, которую он раньше описывал как ре-россисизацию общества, Кисин ответил «нет». У него есть личная заинтересованность, вся его карьера в том, чтобы так продолжалось. Что ты думаешь про это мнение? Ну, вообще-то я теоретически с этим согласен, хотя и мне не кажется, что это правда. Я на программе Question там выступал 5 раз. Меня про woke culture не спрашивали ни разу. И тем не менее, почему-то людям мое мнение было интересно. Журналист, который написал эту статью, ее был вынужден 2 раза исправить, потому что он очень много наврал. То есть то, что он говорит, это предвзятое мнение человека, который пытался переврать и навредить. Вот. Но, в принципе, у меня не было никогда задачи быть человеком, чье мнение активно высказывается по разным вопросам. Меня бы вполне устраивала та роль, которая есть, например, у тебя, я просто человек, который берет интервью. Меня вполне радует эта работа. И у меня такой задачи не было. Я говорю про эту культуру и эту идеологию, потому что мне кажется, что она очень губительна для нашей страны, для нашего общества. И пока эта проблема есть, я буду о ней говорить. Но уйти на пенсию по этому вопросу меня очень устроит. Я был бы очень рад это сделать. Но ты не уходишь. Почему? Потому что эта тема не закрыта. Мир в опасности. Мир всегда в опасности, но из-за этого есть проблемы с этим связанные, особенно в Англии, конечно, в Великобритании. И еще, если позволишь, один вопрос от моего приятеля, который жил какое-то время, долго жил в Великобритании, сейчас он живет в другой стране, тоже европейской, и продолжает потреблять контент. Секс. Продолжает потреблять контент на английском языке. Вопрос от него. По-моему, в мире нет ничего проще, чем высмеивать радикалов разных мастей, что левых, что правых. Делать это очень легко, но это никогда не ведет к переменам. Если ты, обращаясь к тебе, считаешь себя рациональным человеком, то зачем ты этим занимаешься? Я этим занимаюсь, потому что я считаю, что, во-первых, это далеко не очень просто. А во-вторых, потому что я считаю, что это нужно делать. И предостерегать общество от того, чтобы оно не переходило в крайности, ни в те, как мы с тобой обсуждали про машину, которая съезжает в кювет. Если твой знакомый считает, что это так просто, может быть, он за этим займется? Так разве обязательно нужно заниматься тем, что непросто? Нет, обязательно... Если это не просто, но бессмысленно или... Но это не бессмысленно, я тебе уже объяснил, почему. Роль человека, который критикует экстремистов, которых боятся критиковать другие люди. Это очень важно. И в этом результат того, что люди обо мне узнали. Очень многие люди пишут я всегда отказываюсь от этого комплимента, но они говорят, что я, типа, you're so brave. Я же говорю, это полная фигня, это неправда. Но очень многие люди считают, что говорить об этом нужно, и делая это, ты как бы проявляешь какую-то смелость. Да? Значит, многие люди считают, что это нужно делать. И я с ними в этом согласен. Экстремистам нельзя позволять создавать ощущение, что они говорят правду, и что нет другого человека, который с ними не согласен. И мы приходим к экстремистским позициям именно за счет того, что нормальные люди боятся сказать, что они не согласны. Кто-то послушает, как ты говоришь про минусы британского общества, и задаст тебе вопрос, а почему ты до сих пор здесь? Я очень люблю эту страну, у нее очень много огромных преимуществ. И мне все время предлагают переезжать в Америку, туда-сюда. И я иногда об этом задумываюсь, но я очень люблю эту страну, здесь очень много хорошего. Дело в том, что меня люди все время спрашивают, а что тебе не нравится? Я им говорю. Если меня кто-то спросит, что мне нравится, я им тоже расскажу. Англия — это исключительно цивилизованная страна, у нее очень богатая история. Это одна из великих стран в истории человечества, которая создала очень много хорошего. И мы продолжаем пользоваться наследием этого. И то, о чем говорю я, это то, что мне хотелось бы, чтобы мои дети тоже этим пользовались. И поэтому не надо, скажу грубо, просирать это все, увлекаясь какой-то хренью. Вот примерно так. Это то, почему я об этом говорю. А вообще, это замечательная страна, которую я очень люблю, которой я благодарен за те возможности, которые я здесь получил, и очень надеюсь, что я здесь буду жить всегда. Каким ты видишь будущее канала? Не знаю, я об этом реально не думаю вообще. Я стараюсь делать то, что мне кажется нужно делать, а результат будет такой, какой будет. Есть ли у вас гость-мечта или... Очень много. Давай кого-то назовем. Джей Кей Роулинг, начнем с нее. Рики Джервейс, Дэйв Шапелл, лидеры определенных стран. В Англии лидер лейбористов, будущий премьер-министр от консерваторов. Очень много разных. О чем бы ты спросил Джон Роулинг?
О чем бы поговорил? Ну, мы говорили бы, конечно, на тему ее позиции трансгендерной идеологии. Рики Джервейс. Не знаю, честно не знаю. Вот сейчас, когда ты мне этот вопрос задал, я не знаю, о чем бы мы с ним говорили конкретно. Но нашли бы о чем поговорить, я думаю. Если бы у тебя была возможность поговорить с Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании. Очень разные люди. Давай один вопрос Трампу, один вопрос премьер-министру. Трампу я бы задал вопрос, почему он много делает того, что он не говорил будет делать. Гренландия, Канада, Панамский канал там и так далее. Он очень много делает таких вещей, о которых он, в общем-то, активно во время кампании политической не говорил. То, что появилось после... Да, после его выборов. Премьер-министру Великобритании Стармеру. Да. Они часто у вас меняются? Да. Ну, я бы ему много вопросов задал, поэтому я так навскидку тебе один из них прямо вот выбрать не могу. Наверное, меня интересует вопрос сейчас, как мы обсуждали, нелегальной миграции. Он обещал, что он эту проблему решит, хотя мне было очевидно, что он решать не будет и не собирается. Как бы, почему он этого не сделал, как он собирается это делать, почему то, что он делает, не привело к результатам и так далее. Есть ли у тебя мечта, связанная с работой? У меня мечта иметь возможность делать то, что я считаю нужным и правильным в этот момент. Вот это большое счастье, что я нашел себе такое место в жизни. И я очень этому рад. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду то, что я имею... Это, в частности, причина, по которой мы с тобой обсуждали. Ты спрашивал, почему, типа, я не уехал, если я столько всего критикую, да? Это причина, по которой я не уехал, потому что я могу жить в той стране, в которой я живу, в моей стране, и быть несогласным с определенной политикой, и об этом говорить, а ты не можешь. Правильно? Ну да. И в этом счастье большое. И причина, по которой я людей в Англии, в Великобритании, в других западных странах предупреждаю о том, что мы идем в неправильном направлении, это то, что я хотел бы продолжать жить в такой стране. Вот сейчас, слава богу, у меня есть возможность высказывать мое мнение, обсуждать сложные темы, критиковать мое правительство, писать то, что я считаю нужным, проводить интервью с теми людьми, с которыми считаю нужным это делать. Это колоссальная привилегия, которую я о ней никогда не забываю. И каждый день, как говорят по-английски, pinch myself, как бы щипаю себя, типа, это правда, что я так могу? Это очень мало кому, насколько я знаю, удается найти такую, в первую очередь, работу, которая доставляет тебе удовольствие, работать с людьми, которые тебе нравятся, делать то, что ты считаешь по жизни важным. Это везение, счастье, назови как хочешь. И поэтому у меня нет каких-то там глобальных амбиций. Я просто хочу делать это, и это придет к тому, чем оно приведет. Делай, что должен, будь, что будет. И финальное. В чем сила? Не знаю. Спасибо большое. Спасибо. Кость.